Прежде крыл материи. Чем, думаю, начнем. Итак, сегодня мы хотим остановиться на еще одном мифе, придуманном и раскрученном российскими спецслужбами с целью дегуманизации чеченского народа, чтобы таким образом оправдать образцово-наказательные меры, последовавшие в отношении чеченского народа, который осмелился объявить о своей независимости от России. Если в предыдущий раз мы уже разобрались с основной пропагандой Кремля о геноциде русских в Чечне, то сегодня мы хотели бы остановиться на мифе о чеченских авиза и преувеличенной роли чеченцев в этой махинации. Перейдем к терминологии. Что же все-таки означает значение авиза? Авиза – это один из видов внутрибанковского платежного поручения, зашифрованная телеграмма, распоряжение о зачислении некой суммы на счет определенной организации. Авиза не может отправить обычный гражданин, только уполномоченный сотрудник банка. Совершенно очевидно, что такую махинацию невозможно провести без участия российских, московских банковских структур. Также весьма маловероятно, что о таких махинациях могли не знать руководители банков, по крайней мере, с того момента, как становилось известно об одной из подобных воздушных авизовок, прошедших через их филиал банка. Понятие «чеченские авизы» было сформулировано в ходе расследования масштабных финансовых махинаций, происходивших в период с 1991 по 1992 годы на территории России и постсоветского пространства. Первыми, кто раскрыл эту схему, начал борьбу с сговорившимися криминальными элементами, были сотрудники Следственного комитета Чеченской Республики. Название «чеченская авиза», конечно же, прикрепилось к этой схеме после ее обнаружения. Без сомнения, такое название было удобным для создания негативного образа Чечни и ее народа в целом. В итоге можно сказать, что чеченцами только прикрылись, в сотни раз преувеличив размеры украденного в ходе авизовочных афер и прикрыв ими масштабы собственного грабежа. Цурхом. Нита, я хотел бы немного так, своими словами объяснить, что такое авизо. И сколько людей как бы должны быть замешаны в этой схеме, так сказать. Чтобы, как Нита уже зачитала, первые как бы раскрытые дела по этой схеме были в Чеченской Республике. И оттуда пошло это название «Чеченский авизо». Чтобы прогнать воздух, как говорилось на жаргоне, надо было послать... Авизо – это такой документ, бумага, которая ходит между банками, то есть их внутренний как бы телеграф. Они передавались по телетайпу. Это была старая система, оставшаяся еще из Советского Союза. И после развала Советского Союза в России еще все еще не настроили как бы эту банковскую систему, на современный лад ее не модифицировали. И люди все еще пользовались вот такими бумагами. Это было сообщение от одного банка к другому. То есть и все, что там нужно было поделать, это там печать, в принципе. Бланки можно было на черном рынке купить и поделать печать. И вот из одного банка приходило сообщение в Центральный банк в Москве, что такому-то человеку на счет начислены такие-то, такие-то деньги. Или такому-то предприятию на счет начислены такие-то деньги. И этот Центральный банк выдавал наличкой эти деньги человеку, который, конечно, буквально там в считанные минуты после прихода такого сообщения появлялся в банке и забирал наличкой эти деньги. Следом за вот этим сообщением, первым, которое пришло сообщением, из этого коммерческого банка в Центральный банк приходило сообщение, которое отменяло предыдущий телетайп и говорило, что это как бы не от них, что это фальшивка и все такое. В этот момент человек, который уже забрал деньги, исчезал, конечно, из банка,
А Центральный банк возвращал деньги обратно в этот коммерческий банк на месте. И в итоге получалось так, что деньги Центральный банк выдал из своего из своего банка выдал человеку, который по фальшивому сообщению якобы эти деньги получил. Но денег на самом деле не было никаких. Ну, это была как бы фальшивка. И последовали суды, последовали разбирательства центральных банков с этими с коммерческими банками. И почему была Чеченская республика в данной махинации удобна, или Чеченская, и Ингушетия, как это было, и вообще по всему Советскому Союзу были эти махинации проводились. То есть просто очень сильно подчеркнули Чеченскую республику. Почему? Потому что туда следователи с Москвы ехать особо не горели желанием, и там разбираться было на месте как бы московским неинтересно. Ну, это как этим, возможно, прикрывались. И сейчас уже, перепосчитав все вот эти деньги, которые на вот этих махинациях были утеряны, называется сумма в 4 триллиона рублей. 4 триллиона рублей, это по курсу 92 года, 126 рублей за доллар, это получается где-то 31 миллиард долларов. Чтобы вы понимали, все вот эти операции, не только которые в Чечню ушли, а вообще по всему постсоветскому пространству, их есть много заведенных дел, и в основном эти дела фигурируют русские имена. И во все этих операциях были украдены 31 миллиард долларов. То есть мы сейчас, если идет речь о триллионах долларов разграбленных финансов Советского Союза, то из всех этих разграбленных триллионов долларов на Авизо приходилось только 31 миллиардов долларов. То есть триллион долларов это тысячи миллиардов. То есть вообще совсем маленькая часть всего разграбленного, она приходилась на вот эти аферы. Даже если бы 100% они были произведены чеченцами, даже если бы это было так, это все равно была бы маленькая часть. Но в медиа и уже после все это представлялось так, как будто чуть ли не все это богатство Советского Союза было разграблено чеченцами. В общем, мы хотели сегодня поднять эту тему, потому что это еще один миф, которым русские часто пользовались и пользуются. Говоря русские, я имею в виду не весь народ, не всех простых. То есть я имею в виду именно машину пропаганды, правительство, будь то Кремль и все такое, чтобы люди не придирались к этому слову. Просто это миф, которым часто люди у нас пользовались, и который как бы был использован в очернении нашего народа и в, как бы сказать, в настраивании против нас всех остальных. В принципе, если сейчас кто-то хочет что-то добавить, сказать свое мнение, начать дискуссию, то наша вступительная речь на этом закончилась. Если вот как очевидцы, есть здесь люди, которые помнят вот эти махинации, как их на нас накидывали, тоже было бы неплохо вот это дело документировать. إيه سويت عادل دوخشنا بايتين بيك باريز بعدك ديش أتس برميجوت كيا سوندك دو ويوشتر مسيتك ديري أخش أصابنا ويناخشي شوا أوغر دوخسوناخ كياغيت ناش كوتر يوشتوايبو كما يزمي أخش حديناش إشبو نو ديلا إشينز أشما بوخ
шеаль триллионами лачде шейна тут ир копеек, просто чтобы винить нас, как обычно. Войвеш клюнут дешду отсуман. قياخ شما يسون دك دو يوزدو توخ شخينا يهودو شادي قيتش بلش يسيرونا توخ درقش حي ديش برقش يناخ إشت يوم شدك دو سون نو تار موخ وليلين شادك يسون تدوز ستو يوقع تايل ديل فاكشتو ويورتر وي بخيتا قويغا سون إكايا يتنق تار سون دك دوش примерно царь диэндол ахчдуй инт уэй та старый тваскурш дак дохшун та зуд мари юэчхэна халх дарак та тваскурш деревянный та дох тваскур уларёх та жими ишта и дох тваскур дүзин пачкнеш ахч дак дохсун цани от ахч диэнчаре но царь на копейк шу от Смайлерос котер юртарчар контейнер şu kamaz контейнер şu ettinde nay ugurduk ahçadeknar iş bu. Deva iş tatsbolchan payt khilirtsunach no temne meni nochche qomant ya işte biach nochche qomant ebülüş işte. Şey gramat на чётко дон каялайтер хасқш от промежутки. Что еще подчеркнуть хотелось, чтобы люди, может, прослушали, не заметили, что вот такая операция, она по-любому требует банкиров с обоих сторон, сотрудничающих в этой системе. То есть тот, кто посылает эту фальшивую визу по настоящему телетайпу, и тот, кто получает, они оба в курсе. И тем более, когда тебе в центральный банк не приходят огромные суммы, вот столько наличкой выдайте или переведите на счет, или не приходит телетайп обычно. Это не ежедневная операция. А там огромные суммы были, миллионов рублей. И когда проходили такие телетайпы в центральный банк, люди, которые сидели и этот расчет делали, они прекрасно понимали, что что-то не ежедневное, необычное, не ежедневно происходит. И, скорее всего, в этих банках были и сотрудники, и также руководство в курсе всего происходящего. Это потом уже стало как будто чисто там бандитские группировки сами проворачивали эти операции, там все концы в воду и все скинули на них. А на самом деле это была афера банковских работников. А все эти группировки использовались как, скажем так, как ударная сила, там, да, чтобы в самых рискованных моментах они там использовались, зайти в банк, то все сделать. Но сами эти люди, придумавшие эти махинации и получавшие от них максимальную выгоду, это были банкиры. Сурваласкиш динном дерис просто вы использовать дирхцертига копейк шукарн елаш просто например тысячи долларов дир цацентилш мухердер из дуэндинек просто нохчи буя уэнд этин шей олукда атак иша деглилинаш иш буну уэй как всегда любой humant и وين يدعت تغا وين يدعت حيق الدات تقول ويجا عيا دويت وي سيجدا وش دون أتس وز دوشت يا إيش إدايتي وي وقت أمت يا إيش إدايتي وي أتس غاس قشت وي قدي باشو على إدوات دلشان إيش تير تا كوزرني كارت دوق ويقام شين لو شاور لوزة ديش شيء إشتوي إسبرزوت ديش شيء أوق ديش أت راسي كوارتي يوشل إباندي شو شايرش قبرش تعاون ليلو دوينا لوما دولش بات أوي إش دوي خوش وي ميرا دودان تعاون بلش برتخلي تعخلي داوش دوي أما حيق أو تقوش قويقا إشتو موي عيق تديتا
любой деш долгум и мода диезе وين بايدي هذا وتصغى ويتصاوم دير مراد كما زمي تعبارق كما زمي إتايب فينانس بوشيلش خير دوك والعوز ما عايز الدنيا نمنا جو عيخ ما وي سلام مارشال دوش تاندق دير دوك عيخ لوكو ساخشنا إدوك شادك Вистол нагадали. Вестхул наш молчу. Дерлер есол. Недавно цас мурас очень цас ситуация такие несу. Дис му эти. Саокстагут эвен бокс грэс. Я саокстагушон. Мэш админан кахту бок му эрду. Бледина дубо мэш адми. إشادوك تعدوك عايز صبر ديلا إيش خزيو ميرش إدو إيش تاد ميل يزدو تسندات أتونا لرلوش أكورات نويست خلا قشوا وي نايان واي بو يجري بو قي بو زودري بو تا قطوش دات ويش دقيق تا يزدو تشيلج إشادوكوني رجالك إشادو دولم دوي إشادوكوني قصة الصغيرة دات تنكرتي دور دات Югаса боксинг. Nis по мэш адми петух и что босс. Ну, еда петух. Етмек, кстати, он عايزك петух. Петух, он عايزك. Мурад, мою петух, ёк, укр. إميلو وتوهي سيس بركة وين عادي ترو هرو يوم وين خا هرشاش أيوة Обычно русский, примерно русский культуру, халка ин руси кучуа прекрасно он зудри буй махкана буй масу буй дать просто тадаел кончено там русский цахенч иштана дир дать جو دايل نمير إذن بعد ديش عيالي بوغمدات وبش في يوم شيلا يبير شو قوان غوشيك حياة شاشة يا أخي شليلر وعدوت ويق يتسويش Кацауи мы по теме добавить лучше, мнение высказать лучше. Кацауи воздух-то в то время. Марш Дойл, асякдар по теме. Ерем, и как раз авизо йолелле хат дагдоре, ну бекчарным дагдамик, цо ахчанце обмендеш са чехарда ярксар йолин. Они начали обмен 50 рублев, 100 рублев шхитош. Акцулта как раз йол авизо елер. Авизо янчылда и махинатыш авизо тялчу они дукан дали обмен денег они начали и авизо инчан ценер yok облом юмш докдохак дашут ну чабал да ах хит дал бара сразу короче полеты бар да как раз сон снапо что Махачкала Центробанка, как раз родственник вар, докторсон, Гимсера, там Аргунера, Тац, посыльные приезжали, посредник шбаркиш, ях чхицо, такую яцте охш, и они искали варианты, а там обмен был, ограниченное количество денег могли только обменять. И они вот искали, вот и сумму шехты майер, авизо, ердинчари, чтобы эту сумму, ну, Хитро ещё, иначе в бумагу она превратилась бы. Вот интересно, буду. Вестхала, кажется. Я многое повидал. И воздух Дагестанер, дед, шдашон. Так, Ингушетир, дед, шдашон. Я вам однозначно говорю. Грозненский авизу хаицеш яцер, потому что Чечня отделится, денный бог. Так что это то, что на нас пихает, то, что наши
Вот я чулёхшил, и он наш саней дебилыш. Их сан дилыш, колхозник, которые были как жертву, принесли их как в жертву. Они ездили получать деньги, получать товар, в основном товар тилырцяр с воздуха. Из баккачар, массарно дагдуаш, халдир, что это все помнят, и штамой товар дашь. Но вот грузовик, что ты делаешь, да? Воздух, или иш делаешь, ши целый, ханин иш ёчил, газ 66 шерх, иш хейлан дагдуасан, товар шакян дагдуасан, нах. Гордиться дешь, сдиться бить. В общем, это было, это жестко шарпишь. Аккорд вот, да и вот в конце. То, что они хотели, они разворовали все в Русне. Те, кто владели банками, без подписи банкира, именно банкира, из которого выдавались деньги. Эти деньги ни копейки не выдавали, тем более нохчиши, не галаш, не сюлиши. В основном, авиздош, чуя, сюли махкари, галай махкари, Наши чеченские не могли туда бить, потому что не принимались чеченские авиздо. Чеченские, потому что связи не было, экономической уже с Россией тогда не было. Потому что сговаривались и там чудес чарцани, телеграф цани, чашун сулхашун по телеграмме, да, то подтверждение, ялишер, подтверждение, ялыр шимахбар. Все это все хорошо знают взрослые, которые хоть немного там в Чечне жили. Так, подтверждение, отцел Лиза, подтверждение. А Мулури, если тебе код присылается в банк с Москвы нам, или с Питера, или с Екатеринбурга тебе банк, ты должен знать код банка. Чечню банк, чеченский банк не мог перевести тогда, при Дудаеве, и воздух должен. Только Ингушетия и Дагестан. Так, церк, хаять, шерцу банкер, откуда послали деньги, типа миллиард, ну, с Ингушетии, сами подумайте, у которой там 100 миллиардов бюджет, 30 миллиардов коммерсанту отослали денег. Это же если аферы, Бухар банки, никто же не поверит, что 30 миллиардов передадут там, у которого бюджет, треть бюджета, что у них такие деньги есть. Ямаяцерс. Это все было афера Москвы. Москва, хайош, афер, Москва, чутуждар. И код подтверждения хуер, они отсылали код в тот банк. Если эта афера пришла, например, с территории другой, там Ставрополь, хуил, Чечен, хуил или Кабарда, хуил, ты же не можешь знать этот код подтверждения. Вот код прислали, и, естественно, это в тот банк, который отправляет и код. Вот и код даем, да, это мы отправили вот по этому коду, по вашему коду мы даем вам справку, что это деньги наши. И что нужно, это все дело было самой Русне. И, окончательно аккорду, да, шардительный воздух, жды. На нас они просто, чтобы списать, копейки, почему ты кот хочешь, я тебя, мартом хочешь, я тебя, галочар, я тебя терпош, я тебя, ламарш, это там. Копейки это были. Чисто на нашей дурости, в гордок кардой хуш, в гордак, да, и потом повесить все эти деньги на нас, от банки больше, нах деньгом душунес. Они оттуда триллионы вытянули, а нам несколько миллиардов дали, сотни миллиардов, может быть. И вдобавок, минимум ты 50% еще должен был оставить этому банку. Минимум. А банки, да, или еще что-нибудь. Они выдавали тебе 50%, как будто получил ты 100% воли. И что там дальше, там духдийцам даться чисто вот ихние раски, аферы, раски, штер, белхлош, я не буду национальности называть.
Есть, На нас, дураков, сделали деньги и все. А мы по сей день за это еще ходить должны. Мне наплевать, потому что я ни копейки оттуда не получил, ни мои родные. А тот, кто получал, они в основном потом и в тюрьмах отсидели за это. Раз по чубях кончил, да. и Снова есть, Маша, да? Маша, вы что? Ой, это Гала. Есть такой Шишурин Сергей, который говорит о разграбленных имуществе, предприятиях, финансах Советского Союза. И он там называет цифры, которые на более 1000 разных банках, разных счетах распределены по миру. Он там давно это расследование ведет, и он озвучивает, и там это надо видеть, целый цикл видео, это интервью его надо смотреть. То есть масштабы разграбления, которые он называет, и масштабы того, что во время этих авизо было разграблено, это просто зерно просто в этот в целом этом, да, в амбаре. И за триллионы долларов до тебя дючи. Триллион это 1000 миллиардов. При авизо латинога все вместе от 2 до 4 триллионов рублей. Это в долларах 31 миллиард. 31 миллиард и 1000 миллиардов, чтобы вы понимали разницу. А все как бы, когда это описывается и когда это озвучивается, что чуть ли не вот люди голодали в России, там умирали пенсионеры, потому что вот из-за вот этих афер, чеченских авизов, акцент туда снова. Но это был такой процесс такого открытого, как бы, слово забыл, такое бичевание чеченцев, чтобы всех настроить и обвинить чеченцев во всех этих злодеяниях. То есть масштабы просто, если сравнить потери, даже если бы это делали чеченцы, мы уже несколько раз озвучили, что это по всему Советскому Союзу делалось. Есть много открытых расследованных дел, и в Татарстане очень много раз эта операция проводилась. И если сравнить масштабы, то понятно, насколько это, скажем так, специально акцентируется на этом названии чеченское авизо. Сурхо, я добавлю тебе, очень мало было чеченских авизо, потому что банк связи отцерцев. Я это знал банкиров, банкиров, боишь, парсу. И банковские системы, по-моему, в 92-м оборвали в конце 91-го, начале 92-го. Связь с нашими банками оборвали. Так, были мелкие там пенсионы или еще какие-то, может быть, я не знаю, с правительством какие-то договоренности, но коммерческих работ не было с нашими банками. Через ингушские и дагестанские банки посылались авизо чеченского, там, кроме как Гарбел, Аудулнах, бы, вот как бараны, вот как сегодня ходят, можно ж, дебилыш. Шаш ходит, да, что вот мы дебилы, вот нас берите, депортируйте нас с Европы, с Америки. Вот мы дебилы. Что Гарбол айдл дува каме. Вот у нас самая такая четкая черта, наша дурость. Вот точно так же Гардахкан, да, но единственное, чем можно приписать, а так в ухар тихо и без шума сделали свои дела. Те, кто забивал действительно в чеченский авизо, только то, что несколько идиотов в Гардахкан, шанти и цербехиды, потому что наши банки, чеченские банки, не посылали авизо. Посылали ингушские и дагестанские банки в основном. Они с ними работали. Через них пробивались. А сюрабах подтверждение, Яршун, Эггер главное. Ты мог отправить хоть $1 триллион туда. Они примут, но потом к тебе запрос сделают. Подтверждение ты должен дать. Они посылают код, точно ли вы вот это послали. Саша, система, ну это нетрудно понять. И код юхдацияйтач. Они же не в грозненские банки посылали их.
Значит, эти банки были в Ингушетии и в Дагестане, в Айцарцане, Халдуху, да, просто некоторые ребята получили, да, я знаю, которые получали Духобас, Чубех, Кариш, кто не погиб на войне первый. Чубех, Кариш, кто не успел сбежать еще. А так, те тихо сделали свою работу, а мы в Айгарде, Элбайн, Хатиица, в Хамады делали старика. مش قادر أواصل يشتغل أصلا يشتغل دي ويشتغل بوسني وعوونه وشيء. Такая сама маршал, да, чтобы масса говорит, я два что он дал мач о собор долши, мач о он собор делашон дал хала что уже дал он могшна хам дуйвас он шо харна хла хокайре хомшта хокайре замаш са озл хомш о собор делашон дал хала что уже дал это больше дал могш мержали дал шо мах бац что о собор должна да шо Stachuli Alstanana, Ayahuasnan, Nona Dink, it's such a illegal, so Sanan streets at Shestlet, North to Bershdi, Osan Debil Zalit, Skola, Amen on Yipred Metlush, Yet Achlush, Dolsh, Dodge, Yell Highwelach, Diana Sanan Skola. Osanan is a Chui, Naso, Hosoma, Yotze Kalit, Sanan, Sanan, Bat. سأزن عتير خشايا كان خوي تصوغين وعيلر ما يوم ميت ومش عتيد عيول شو كرور ما يشو رأينا الكوز مديت عتيه ست دي شيء بوير كان عيران حيدين على دعوة إن تصوغن كلميرة بيشار شو تجي أريري أو قاق عذاب يصير ما يشو إنت يلهر ما يشو عت كنت عشو سيدا هري عتقل جزنيه نان عينات استج ورشة مغيصة تعنان نسخما تعنان عيتي عموات ستيوسة وشو ناخذ شو تيبا تقادل على ديل دا شو يحر ما يعترديت شو شيء تيب شيء ضيق يعتقيت شو شيء نانو شيء نين سيدي أشكو تقطع نيخ نان عقور يحتنجر هوك دا لا هيدا صون ألا ديكو ألا سساق شنو نوخشولي أش بقى قامبل ناخ بوكو شو زودري بوكو شو زايد شين زايد شبرتيفنا داتشون شو هناك شو يا أصلاً حالة خا ميتش أرجع يلا أصحى أصحى تقول سمعت شو قرمي خندلي مش مواستري شو المواستري ما بعد شو نابرات نيستا ياش ديل ما أيادة شغاس شوق يا هوق يا أيه واش دشو باش دين إنه تقاهيك شبنا هنشولي شو هيتش شولي له شو نخش مو مارش نخش قهو نخش يعود وبشي تيا زو يعمدان يتشوف شي لرد عدوش نخ وأزين تتعاوى الحالة وتسمع شيء أنا راح زودا إن هذا يقعد أخذت يحيى تربية سيانو المواستر سياندو أشتغل وخان ما يعرف شو بورجو ومشان خان يعرف أدمي دويزل بعامو بيش قيو بيش بو تيو قوجو قهوة حانل دوقشتو سيدويزل نتا حارم ريت ده إندات أصليشنا سدا أنت هون سونها حارم ريت مرة دولة إمتشع دولة يبوا بروستا دوا دولة توعسمي هلك وعطي دعيول شو بشي لرت عيش وش موحي نان هري وش شو بشي لرت عي Мяш Адамс. Бяхмабилlah. Давайте мы сначала нашу тему закроем. На них даже реагировать не надо. И не реагировать. Это вообще Адам дать, просто говорящий какая-то функция говорящая. Не стоит даже на него реагировать. Давайте мы по теме просто расскажем. Тема очень интересная. Кто помнит, как было и что было, потому что действительно мы очень пассионарное общество, мы пассионарии. Последствия, это не стадишь, это неправильно. Это было время крушения Союза, во время крушения империи, постоянный и расцвет криминала и даже гражданские войны, все сопровождается этим явлением, как крушение империи. Поэтому это было время крушения Советского Союза. Не то, что и Советский Союз, или все страны Варшавского Союза, договоры все распались, они разошлись. И как-то huge процесс,
еще хорошо, что в Советском Союзе это без гражданской войны обошлось для россиян, но не для нас. Ельцин, когда приехал в Чечню, сказал: чеченцы, берите свободу, сколько вам хочется. А мы такие дурные, мы о свободе мечтать, что ура, мы возьмем Никто, кроме нас, никто не рискнул. Так, и авизов, что я самый первый, кто это, я беру данные из открытых источников. Авизов, что я самый первый начали этим заниматься, это наши следователи, наши чеченские первые, они начали понимать, так это что происходит. Так. Тем более, что в банках ночью не работали, тогда очень редко можно было встретить работников банка, нас и не допускали до банков. Это была хорошо сорганизованная, грамотная, как это сказать, Махинация. Махинации мере, но это даже больше, чем махинация. Это было разрушение государства и вывоз национального достояния из государства, вывоз этих денег, этого достояния просто за границу. Просто люди, которые организовали все это, царь запланированный, гумшдарющий. И мы, как всегда, мы клюнули, потому что мы дураки, потому что мы всегда можем быть чьей-то разменной картой в руках. И я немножко подожду, еще добавлю. Только, пожалуйста, говорите по теме. Не отвлекайтесь, пожалуйста. И отвлекайте, специально бушун, диверсант бушун. Не реагируйте на них. Все, Аслан, окей, туарца алга. Князь, после Аслана Хауон, очередь, сразу Хауон после него. Корсаро Эльшана продолжить Шваресом как раз и авизо, откуда оно начинается, кто конечный. Ну, насколько я помню эту систему авизо связанной наличными Россией Чудаштар. Там оставлялся процент в банках. Скорее всего, они вот этот по связи запрос к чеченским банкам, те, видимо, как подтверждение, но деньги вытаскивались там в России, в банках, 6% и потом они возились сюда. Основном такое положение. Скорее всего, в Чечне наличности, наверное, уже не было, и каналы, может, прикрыты были, а на официальном уровне все равно считалось, что одна территория, поэтому официально, и запрос, ответ, вот это все придерживались, как бы. Но деньги возились в основном из России. Аслан, вначале мы сказали, как эта система работает. Центральный банк в Москве, и оттуда это вытаскивали деньги. Хузар как бы перевести на месте получатель зайдет, отдайте ему деньги, сообщение межбанковые, через телета пёрыч, цари бел, между собой лельца лелещиваются, канал. И по этому каналу подделать этот авизо и послать сообщение, они научились и так пользуются. Из Центрального банка с Москвы эти деньги вытаскивают. Я вначале не присутствовал, поэтому этот момент, наверное, поэтому... Да, ну смысл правильно, деньги потом оттуда завозились обратно, конечно же, украденные. Но снова же, скажем так, мы были частью, даже не мы, а какие-то криминальные элементы, проживавшие на территории Чеченской Республики, были частью всей этой паутины, да, которая была по всему постсоветскому пространству. Но почему-то акцент сделали именно на нас. Князь, ты хотел сказать что-то? Добавь. Середик, хорошо. В общем, эти все операции где-то 92, 93, 94 года. А Юлия Лериш, основоположник, и братья Черные, Березовский, Акинца, Синешатская, афериствар, Лапшин Мария, который еще какой-то остров какому-то миллионеру тоже так фальшиво продавал. Истинно фамилию Сун.
В общем, от Схена где-то в 95 году, кажется, по всей стране было возбуждено уголовных дел где-то 150 ночью чувелор, где-то около 30 галвой чувекер и человек 100 гаски. Вот это вот статистика тех времен, помню хорошо. Ну, ночью чудо ахстайтер, кемнуштя, камаштя. Ну, а чем аллар вечер кезгум качет, качем, все равно что аферер, косине шоцкана лини. Да, слушай, Ну, Богулин Баштан, значит, пароль Хаят, да, вот какой-нибудь этот заходите, мы вам выслали пароль на вашу почту, вот та же система это была, скорее всего. И пароль сказал, что вы бы никогда вам деньги не выдали, был Бухарчар. А деньги все возились с России. Россия банкер, санар, и да, что у нас. Именно в российских банках, в Чечне, ахча, да, тем более, воздух, это чисто 100% гарантия. Может, в начале какие-то воздушные деньги и были, в начале, когда республика стала отделяться, в 91-м, до конца или начала 92-го. Если даже и гнали бы, то только могли с соседних регионов гнать этот воздух. Князь Малый, привозили только в банках, выдавали. Процент там был, мне кажется, очень большой. Он дух барнах. Адич, сухана, дицнага. Минимум 30% это как минимум, это очень хорошо было, если ты за 30% мог получить, обналичить деньги или товар. А в основном товар дохашу на Арсигар. Основная часть оставлялась там же, в банках. Но эта афера была вот этих березовских течеров, я помню, даже слух ходил. Мы эту корову доили столько-то лет, а вы за 1 год зарезали, бог. Ждите, что он дошел. Типа к чеченцам обращались, и тицаёк. Süridike olması maşamışlıldı. Вот они-то и Сурко очень так четко механизм описали этого, того, что было. Ну вот и Корсар там кое-что добавил, и князь. Но вообще там нужно уточнить вот такую деталь, что вот этот вот механизм, он действовал уже с началом распада Советского Союза, и какие-то криминальные, именно криминальные элементы, представители нашей нации сотрудничали в каких-то областях вот этой вот коррупционной составляющей в банковской системе, участвовали обычно там вот типа охрана, типа вот в этой области. Не в смысле там простые охранники, как сегодня секьюрити работают, а именно существует же там не только там, заместитель управляющего банком там, по экономической составляющей, там же и вот по охранной системе заместитель управляющего бывает. И вот в этой именно системе внедряли, потому что криминал был на большом уровне по всему Советскому Союзу и в России, в стольных городах, крупных городах, в большей степени, чем где-либо. И там авторитет чеченцев в разборках
ну, начиная где-то с конца 80-х, он взлетел там до какого-то, в общем, до больших пределов, так скажем. И вот эта составляющая, она имела место. И в этот момент, когда разграблялись вот эти вот деньги России, и, как хорошо сказала Ватсон по поводу того, что вывозилось вот это вот за границу, ну и Сурхо об этом упоминал. В общем, вот это вот все, вот эти огромные деньги, это делалось в этих махинациях маленькую, там, 10%, 2%, за то, что они брали, находили людей, подписывали, расписывались, доставалось вот этим нашим ребятам. Ну, нашим, как, далеко не наши они, но вот эти вот преступные элементы, представители нашей нации, я имею в виду. И, в общем-то, вот такая вот. И потом это происходило какой-то период. Скажем, пускай это будет год-два. Но в конце, когда уже разграбили почти всю эту систему банковскую, деньги там, а то, что досталось, как уже много раз подчеркивали, каким-то вот за счет вот этих преступных элементов, которые внедрились в банковскую систему, и они некоторые сотрудничали и с органами, с этими силовыми структурами, там, со всякими спецподразделениями, и будучи преступниками. Это были не самые типичные представители нашей нации, так скажем, эти преступные элементы, я имею в виду. Насчет там чести, если говорить, Нохчала и так далее, об этом я речь веду. И вот у них вот, ну, какая-то доля им доставалась в этом деле. А вот всякие там Березовские и прочие там очень серьезные вещи делали. И вывозили капитал. Но не только Березов. Я сейчас имена там, банки появлялись, как грибы. Это, я имею в виду, там вся Россия. Кстати, об этих Авизо. Авизо по России они функционировали больше между городами российскими. Не отсюда, вот там говорят, там, вот этот Корсар говорит о том, что там Дагестан, Ингушетия, Чечня немного и так далее. Какие-то там фрагменты участия в этом были, конечно, и там, и там, и там. Но это афишировалось потом, рекламировалось. А процесс этот уже давно шел по всей России. Это дело очень мощно, там очень громадные деньги. Вместе с криминалом вот эти вот силовые структуры участвовали, в частности, ФСБ контролировала и участвовала в этом, самое большое участие принимала. Банковская система, как уже Сурхо подчеркивал, именно она этим делом руководила и, как сказать, в технологию всю разработала и действовала, активное участие и долю очень серьезную имела со всех этих операций сама эта банковская система. А доставалось вот этим, вы тут называли и 50, и 30%. Это самая сказочная доля, ну, я такого и не знаю даже о такой доле, чтобы она досталась участникам с чеченской стороны.
которые некоторые там ставили подписи и так далее, ну, там участвовали, не обязательно подписи, находили людей. Там эта система, она непростая. Ну, вот это все, силовые структуры, все это знали, контролировали, сами были втянуты и занимались этим. Я хотел сказать, вот это все вы примерно рассказали. Я хотел просто сказать, что это когда все уже заканчивалось, вот тогда именно уже в 94-м где-то там году началось бум, что это чеченцы, что это авизо чеченское туда-сюда, и этот бесконечный шум. И в этот момент, когда уже деньги, там, как уже упоминалось, заканчивалось, рассчитываться нечем было, но вот эти вот доля чеченская, ее вообще уже свели на нет, и им расплачивались там какими-то машинами, там, товаром каким-то, целыми вагонами, а его же нужно реализовывать, чтобы превращать деньги. И, в общем-то, еще больше теряли, ну, теряли, не теряли, начали как потерять. Но фактически я имею в виду, имея меньшую долю, эти еще меньше долю получали, договариваясь за то, чтобы реализовать их товар и так далее. В общем, одним словом, я хочу сказать, что этим ребятам доставалась маленькая доля. И вот эта маленькая доля, когда появлялись эти деньги, они, ну, это были сумасшедшие деньги на фоне того, что у некоторых людей не было вообще денег. И вы представляете себе такие целыми машинами деньги, это же очень большие суммы. И вот эти вот деньги, это были мизер по сравнению с тем, что делалось. А потом начали говорить о том, что эти деньги, вот чеченские авизо, никаких чеченских авизо, даже по арифметике у следственных органов там никаких проблем это посчитать, показать, это что, где, как и почему. Это все вычислялось, можно было этим сразу заниматься, никаких проблем там для этого не было. Тем более, что следственные органы первые колокола начали бить чеченские именно следственные органы, которые в сущности не втянуты были в это дело. Вот такая вот история. В общем, вот так, без имен я так постарался рассказать то, что знаю. Да, чего, Дикила, можно я тут одно добавлю от Лицоля? Дух посредников Баршунца, там столько посредников с Шавига, вот такое ощущение было в 93-94 год, что все воздушники. Хугор четверник. Но Цуюк Элядж, посредников могло быть до 20-30 человек. Щене вот. Там действительно, бардак, а что цыга. Поэтому я говорю, 50% там надо оставить, 20% четвернчон. Куз цунг знаелчон, вукон хаелчон, 100%, куз хаелчон, 3%. Там уже забыл я все это, но я помню, вот в Аралах постоянно вот этим пацаны там бегали, молодые, это занимались. И аж сам минутла, я вот по этому поводу скажу, что больше мы друг другу еще воздух гоняли. Мы очень хорошо друг другу. Анекдот даже был. Молодой тузик приходит на работу, лейтенант, прослушивать. ФСКшник, КГБшник. И ему майор говорит, давай, иди, вот тебе направление, на этой МТС сидишь, телефонной линии, прослушивай, воздушник, вот кодовые слова. Он по стенке, хава, чутух, он туда-сюда, вот некоторые дал и говорит, вот, давай вот это все записывай на папку. После обеда уже к вечеру работа заканчивается, лейтенант заскакивает, а этот майор
Шмаков сидит со своим кентом, бухает. Тузик заскакивает, говорит: вот, смотрите, сколько я поймал. Вот по такому-то телефону, вот по такому-то. И целую папку приносит там, чуть ли не том. Вот, Хармал, Швея, Шалшмаков, Сбагда, это чечены друг другу воздух гоняют. Иди отдыхай. Тузик, я в Карбах. Вот такой анекдот ходил тоже. И Сергей Гришин где-то год назад тут навял и я автор схемы Авизобош. На этом обогатился Маздariца, Шикушалдар, 20-м году интервью еще не костяно. Эгги, братья Черные, Березовский, Бег Бицерцу. Князь, это обычная банковская система была, просто ее криминальный, Фарамус Маалари, ее криминал освоил крыши, и вот Фараму говорил о службе безопасности банка, но там уже крышевать начали банки. Вот эти люди, они криминализировали вот эту систему банковскую и вывели ее из сугубо банковского дела. Они начали вот криминальную Но вот эту систему. вот крышу начали называть, официально оформлять на работу управляющего банком там, по безопасности. Они систему такую ввели по всей России. Понимаешь? Что это Нет, Корсар, он сам же руководителем был Росевробанкери. Он, конечно, в банковской системе еще не работал, этот Гриша. Там ничего такого нету. Авизу Элит, в масонские ложи, там тайны никакой нет. Это банковская система была. Вот как сегодня SWIFT работает, международные переводы денежные. Та же самая между хозяйствующим субъектом, межбанковская система это была. Просто криминалы использовали ее на ЮКБанк, крышевать добаван. Вот, они использовали, через банкира узнали, Кармалдина Вина, как это работает, и начали гонять этот цена воздуха, сделали. Но это просто-напросто горякан. И вот Фарам хорошо сказал, но до конца не досказал, что когда все эти нас дегуманизировали полностью, у них цель была. Они к тому вели то мы ракетиры, то мы воздушники, то фальшивомонетчики, то авизошники, ракетиры, потом у них не получилось из нас сделать нацистов. Ну, они вот эту войну начали. Все к этому шло, чтобы у нас, прежде чем напасть, чанущий корни, хотел их кащубухши и ядок бич. Но вайтер корни яд, в общем, они нас дегуманизировали, к этому вели все, чтобы... И наш новчик Ома Балдах им помогли, к сожалению, в этой дегуманизации. Асам отхана хабар дючхана. Алар с президентом Лар зек банкир ждабях ночи до готова банкир шалдак, если они умнее всех этих экономистов и банкиров. Можно привести образ, который напоминает нас в то время, нас или уважить войнах. На самом-то деле это был просто криминалитет. Они нас никак не касались. Конечно, они участвовали, а мы потом расплатились за все. Даже есть какой-то ролик, и русский офицер стоит перед людьми, жителями какого-то села, и говорит: а почему вы Советский Союз угробили? Нохчик, миск. Вой, мою, когда вообще какую мы там роль играли? Вообще мы никакую. Мы только вот этого вот образа, который я хотела привести, вот эту роль мы только сыграли. Помните, в «12 стульях» у Ильфа и Петрова Остап Бендер Ширага и копыта фильм Аила Вахенча на Цадет Берксун и говорит: вам нужен зиц-председатель?
Зачем? Зачем мяч? Ну, вы же все равно скоро закроетесь, вы обанкротитесь, вы делов натворите, и нужен будет кто-нибудь, кто будет за вас сидеть. Я могу. Из Очень хороший образ. Собираетесь сами сидеть в тюрьме? Да. И именно из председатель, да, тахан хаячан, и тахан отцу хаякал дождь, да, тахан еще хаячан. А чем это грозит, никого не волновало. Все думали, все равно рушится, мир рушится, государство рушится, все воруют, русские это организовали, и нам это сойдет с рук. Никому вообще-то это с рук не сошло, на самом-то деле, и воздух, их наш духнах пострадали, они погибли, и для народа это для тех, кто манипулировал всем этим, и для оправдания разворовывания государства, для оправдания разворовывания национального достояния, придумали эту войну тоже на самом-то деле. Бей своих, чтобы чужие боялись. Они устроили эту войну и очень жестоко, как один из генералов сказал, почему так жестоко разбомбили этот Грозный, сказал, чтобы другим не повадно было, чтобы других напугать. Это было время, когда Россия оказалась не удел, и гонор воюется, и постоянно такой криминальный говор, а мы сейчас, мы повторим, мы все можем. Короче, гонор, ради этого мы были просто очередной раз уничтожены. Ну, по большому счету, войну они развязали. Первопричина была, потому что мы являемся, уже начали наполнять свою суверенитет, свою независимость содержанием. И при всем упадке экономики, при всем том, что было разрушено все это на постсоветском пространстве, при всем том, что изолировали нас экономически, и экономически даже мы становились самостоятельными и независимыми. Появились вот эти чартерные рейсы, и в Турцию, и в Китай, и налаживались международные отношения, налаживались отношения наших, гуманитариев с Западом именно. Договаривались о том, чтобы наша молодежь получала образование в Европе, в отдельных странах, в университетах европейских. В общем, заказали уже валюту чеченскую, нахарш. Заказали марки чеченские, имеется в виду почта, независимые денежные, эта банковская система. Все это планировалось и почти уже готовы были реализовать. Это все, конечно, знали, конечно, там разведка работает, и потом внедрены в наше молодое государство, оно еще, конечно, тем более после стольких лет сосуществования вместе с Россией под ее оккупацией, начиная с царских времен, это, конечно, все было пронизано, и, естественно, оставались у них и агенты, и все такое. Естественно, они знали, хотя это скрывалось до каких-то пор, чтобы это... Но, конечно, они знали о том, что заказаны уже и марки, и деньги, и ордена, и медали, и все это было еще до войны заказано. Ну, не для того, чтобы воевать, а вообще, в смысле, это как валюта заказывается, такие вещи. Эти значки, какая форма одежды там и так далее, вот эти эмблемы, все это система такая вот. Да, дыхник дуэл. Ну, в общем,
я хотел сказать, что то, что там разграбление, это, конечно, это очень серьезный момент. И тем не менее, с нами войну они начали именно для того, чтобы напугать всех остальных, сделать молниеносную победную марш такой, значит, поднять авторитет. Там же были еще ястребы военные, они тоже настаивали на этом. Там у них тоже свои интересы. Получить там ордена, медали, звания там, и так далее. Ну, там бесконечно. Шлейф положительных там, героических поступков и наград. Но получилось так, как получилось, потому что не в коня корм, как говорится. Чеченцы это не одним батальоном, или как он там говорил, за 2 часа чеченцев не возьмется. Очень красивая иллюстрация, вот в интернете есть там, как один парень, офицер, он наш чеченский, он говорит, Чеченскую республику, Грозный взять за 2 часа. Да они общественный туалет не возьмут, не то что за 2 часа. Вообще. Вот молодец. Ишдадар. Но, к сожалению, очень много погибло наших мирных граждан, и в том числе дети. Это, конечно, сокровище, которое невосполнимо. Но все равно жизнь продолжается. И я уверен, что наша Родина освободится, и на ней восторжествует. Будет там закон и порядок. И именно по этой Конституции, по которой мы должны были жить, уже бы мы были бы вообще, но история не терпит сослагательного наклонения, и мы живем в эмиграции. Все идет так, как идет, и будет так, как будет. Но мы сделаем все, чтобы восстановить закон и порядок на нашей земле, пользуясь международным правом и опираясь на Конституцию нашу демократическую. Мы найдем, значит, сочувствие и силы, и товарищеское плечо в международном обществе, потому что они сами разработали эти законы, по которым мы имеем право на восстановление своего государства, которое мы декларировали. Да, Альберт. Знаете, я вот вам приведу один пример, насколько грамотные были некоторые вот люди, которые разводили, это русское безвинное, невинное такое государство, ягненочка. Мне один рассказывал, с чеками приехал с Дагестана, и у него чеки были на 20 миллионов, каждый чек был на 1 миллион рублей. И он говорит, написано, как, знаете, было эти типов, они настоящие чеки, говорят, но было написано там 1 миллион рублев. Видите что? Вот такие грамотные люди типа разводили бедную Россию. Там все было шито-крыто сверху донизу. Однозначно, Душон. С Центрального банка России, если бы не хотели бы пропускать эти аферы, в 2 счета могли прекратить эту всю аферу. Это сверху, прямо с Кремля, можно сказать, шло это специально для... Во-первых, они отмыли хорошо деньги. Во-вторых, самых говорливых и крикливых, которые любят кичиться своим богатством или чем-то еще, или бородой, или еще чем-то, или своим иманом. Выбрали нас, козлов отпущения, наш народ,
И на него все повесили, дегуманизировали перед началом кровавой бани. И фарамус первый дома бирк, и первый дома, и первый дом, солти ахил и событиеш, с первого там я, первый дом да бирзер, федега, распи до такой степени варфич. Хилумдар со времен Второй мировой войны. Он человек клочок земли, какое-то племя мировой, я почал шналха, ой, гордоучайна, ночи горбоучайна, какое-то племя атомное оружие, что Россия ела, Совет айдал, цахилля, Советский Союз сахля, но в любом случае, хазнех санчова, питаки, хаки питак. И хаки питак, то и бог мой езер батмарш, то и тятя кангайтери, ночи куанхаш. Просто его зайна, его профукать, их бойтан шаш. А хинц их дал мегардат царя, хинц мегардат царь, умашадек дойзен, хинц их дал мегардат. Богом Леону легенда. Я день на небе, кучубах кшвал, нах, кучубах. Баригаш и ком, жим эхта да это шлил будешь там, эхта нервы уже. Посмотрите, что творится здесь кругом. Эхта да шлил наха, нах дуй кучааш, шикой, шиот кома, мискиш кома, доглас, чулел хаш бьюха цена цадить, шум цадит. И я знаете, что вам скажу? Деладыш, сутагана селхана чохца, дать. От бюхшем, что волца из айнушунсу вообще догдал, да, лук да шу гезари бахня, бороться за вас козлов. Именно этого они добиваются, чтобы мы все бросили это все. И нандетш, ваш денбетш, ваш именно и цель лишен, это чисто я вот потом целый день думал над этим сегодня. Цель это чисто в институте проработанный материал лишен характер, юзаш. Чтобы мы плюнули на это и перестали вот так бороться за наш народ. Это все агентура, малый чатер, стукачки. Низкое сословие, чернь, что называется, мотху ушли лишил. Сундян, я вас очень прошу, давайте чалу урдуэ, амодац. Сундян, надо продолжать работу. Барса, Люша Ахмед Бовар Бодал Муглабако, Нисо Шенгай Олелч. Ахмед Бовар Боштал Мугла. Дам Хаздат Цалил Уштекачу Бюльшаца Шашьена Иштум Эла Даца Даган. Не то хиттиш, вообще да, зачем за поебоч хиттиш, что и осел хиттиш. Не то, что цана осто дирца хаштот скамелтан, чузудри бол мети. Что это багьеки, ши он дуй лично, ши цанги отдельно нахбоч. А верзан хайня дуквахак. ومتى سهرة هردو سعوريز وجلال رشادو نو جوتيتا نزودري ناخ باقي ناخ فرامو وقتا قودوقا خير بوكوش كوشوا باقي ناخ نعالخا تعويو تعوشوا باقي كيرا из автоматически шаши махиет борду. Бех мобила, Югава, я только что сказал, почему это они делают. Это не от себя они делают. Вайцун нол, лоши, цансага нол, лично он ли луш да скучу. Вайком дах, что нах кому сегодня наше государство, чтобы мы никогда народом не стали. Кому это выгодно? Выгодно один есть выгода получать. Это Кремль. Это ихние шныри. Кабить, видишь, пацан, иш, мет мабах былыш. Цюкач. И на неделю не бьешь, волна, сумка, иш, я не хочу их ни хорошего, ни плохого с этими людьми. Да и тилыш, куда не анчуш. Что нахью, ценуш, куда не анчу пылунил. О них вообще больше не стоит даже говорить. Иш, санил, гезари, и метбах килбу, как и сука мел. А седени помел, да, вертан. Тханна сега, гештандул. Садин асам. Адин эл хирих цагит сунис. Камел дешел, хом из хуйе. Адам да эл ишмаяцунах. Нохче мотивацирас. Эдмуш мадатиш. Это не люди.
Поэтому о них вообще говорить не стоит. Они работают чисто, целенаправленно против чеченского народа, против чеченской государственности. Против того, чтобы чеченский народ когда-нибудь воспрял, восстановился и потребовал за все унижения, избиения, убийства с ихнего патрона Русской Федерации. Вот для чего они это все творят. Чтобы мы бросили, плюнули. Еще сильнее надо усиливать работу. Сейчас именно банк, региошн и хайн связаны системы. Хайнерис вообще. Амина банк, я посчитал. Я даже не помню этого. Сайдулаев, Ербия, чувствую. Да, по-моему, Сайдулаев. Вот интересно, Дуксон, разно и нахта воздух личный, сацна жвелга лиленный, там прайс пешкар эхшен шаиденный, потом включаю и там затянуть веш, тац лилен, махинация ши, вот она удугавер, 2,5 единицы. Березовский чун слил, финстаган курапат, ксан sana yrkshwa da лечблет, sana yrkshwa аш. Хотя бы информацию обнародовать, цеешь, хотя бы шейцеш, как это русские занимались вот этими делами, махинациями. Короче, вообще, цанна хуманс был борщ. Любое мясо, приспособление, шуи. И шеетах солях. Сон хедрай, авизоцляцали, авиоранш. Они не были изначально задуманы против чеченцев. Там, скорее всего, предприимчивые люди начали, увидели лазейку, государство рушится, связи там, и полезли, и как раз, кстати, получилась вот территория, оказалась неподконтрольная, правоохранительные органы там плохо работают, стечение обстоятельств, в общем, использовали просто этот момент, именно нохчите, чтобы это все повесить. Да не, нельзя смешивать это. Гнах шагух деш бахкшбар, никто там за Россию вредить дает. Некоторые личности шьются. Такого не было, вообще нельзя смешивать это. Кто там? Ахшдохшбар Россия, Москва, валя, Питере, валя, Кемерово, валя. Все своими делами занимались. Деньги же надо было откуда доставать. А если тебе предлагают хорошие деньги, кто откажется от этого? И сейчас даже. Зарабатываешь деньги как можешь. Какая была тогда система? Исходите из той системы. Развал Союза, Совка. Надо как-то жить людям. Бог, бацана. Естественно, люди брали то, что где можно взять. Никаких там не было там против государства, и он да, прекращать это навешивать. Не, если вы ко мне обращаетесь, я просто имею в виду, вот в дальнейшем, да, там, пускай кого-то использовали как козла отпущения, на него списывали эти бабки, потом произошла вот эта вот денежная реформа, эти бабки, они там улетучились, потом вот это вот уже русское вторжение там к нам началось, и впоследствии русские как бы дополнительно, чтобы чеченцев там очернить, вот они как бы накидывают вот эти дела, там чеченские авизо туда-сюда. Я поэтому говорю, вот эти куропатки, которые
как бы, которых использовали в этом, да, а потом на весь чеченский народ там пытаются вот это накидывать, все равно вот эти махинации, кто за ними стоял, как и обнародовать, как бы вайдадьеш, не мы должны были вот это пытаться обнародовать, которые не участвовали вообще, не знают об этом всем, да, а вот люди, которых использовали, а потом как бы и в дальнейшем уже там на чеченский народ там вот это накидывает, сейчас сидят, все равно там их обнародовать, да. Все равно там хилдие, чеченскость хилдие запасная свекретич, да. Просто так, на урк шуах, вайн любой хумты кусич, что беда цахиш. Да, Ибраим, вот там получилось то же самое, вот повторилась та же ситуация, вот именно с походом в Дагестан. И авизо, и Долденчана, это же должны были правоохранительные органы чеченские расследовать, если на территории вот это все проходит. Это же незаконные сделки в любом случае. Не расследовали на самотек, но не было правоохранительных органов. То же самое получилось в 99-м. Эти ваххабиты пошли в Дагестан, потом вернулись, творили, что хотели, а власти не могли. Вот это все пресечь. Да. Не издаться. Никакого сравнения там нет. Во-первых, наши Сундагдох, Джохар Дудаев еще тогда говорил, нам не дают расследовать эти преступления, Москва не отвечает на запросы наших следователей. А если совершено преступление в России, например, это деньги же российские получаются, если та отказывается сторона, говорит, у меня никаких преступлений не было, идите лесом, мяч, какой спрос чеченцев? Я помню, даже по телевидению тогда Дудаев говорил, что нам на запрос наших следователей они сами не отвечают. Он был, бля, халх душун из дуку халх. Так, вы цикца, а криминал уж ерца, государственного масштаба, он даст, что это я юха баш у нас. Основные воздушные деньги, воздух гонялись с близлежащих регионов. Чеченцы просто брали, потому что предприимчивые. Так она сам думал, что можно шли ложь, из воздуха думают, шли ложь, бушиниш. Возможно, они. А сбоку ли башен, вот я давно заметил, у нас такая манера, один что-то сделает, все давай вот, есть у тебя знания, есть таланты, нету таланта, давай вот, один воздушник, все мы становимся воздушником, один ракетер, все мы становимся ракетером, один ваххабит, давайте все станем ваххабитами. Это стадно, я не думал, что так, по отдельности, личность, как личности, вот чеченцы, возьми любого Дина, Кона, Галдол, что любой ногче. Ну, блин, как только какой-нибудь лозунг, все как стадо баранов бегут за одним. Это у нас какое-то, я не знаю, я бил шхудух самым. Я бил, я нашли ложь. А тут я воздух, в эту, здесь, давай, ищи, давай, из убах, вожу убах, республика маленькая, ханха. Вот, сетер, ханах, кубах, цумбэш, убах, воздух туш баш. Воздух аиш баш, вайчур, вайн цап карвиру, и вот понеслось. Без денег, без работы сидели многие люди. Тут, инчал, маха, томбаля, первый томбаля. Аж дочь, аж бар, за любую вещь цеплялись. За любую вещь. Забросили колхозы, перестали резко, я помню же, в Бахачам, Дагдох, перестали вообще сажать, агрокультурой заниматься, все перестали делать. Идиотизм, я не знаю, какой-то умопомрачение. Массана, это не только у нас, везде это произошло. Перестали выращивать сельхозпродукцию, скотоводством. Все побежали в город куда-то, блин. Какое-то умопомрачение произошло в этом мире, в нашем мире тогда.
И работы, естественно, не было. Я тогда просто как-то себе на ус наматывал, ажа юрт цана, юртер нагдак досом помидорш и ешь, дальше. Видно, юртер абяхкам будешь. Я не помидоры покупать, я про себя подумал тогда, жимся горсту. Ажа, шайкер стался ешь, как раз сезон был помидор. И бяхкам хешел, да, потому что ал постоянно лилош мэр, это сельхозпродукция. И вот так мы все бросили, и, естественно, люди цеплялись за любой заработок. А тем более воздух чутёрся, там так, иткамаз, изъен, аппаратурен, ухар, машины, шахкин, ухар, изден, даур, рейкту, шу, ложк, киберщикту, шу. И вот так, и шлил, штархуем. Вот такая у нас произошла, а там никакого, может быть, Юха, Ибраим Хондич, да, у нас просто, я тебе говорю, может, кто-то и работал на структуру враждебной России. Но основная масса, асбахшу, вот, чисто вот так, каждый вот по слухам, я халка я, да или уж барх, вы дах, дисхол, вы дать, тайгал душ, вы то ирдать, тайгал дину, ахчада. Многие попадались, ехали, чуть бы их в Коршун. Там не так и однозначно не было, и простой не было ситуации. Потому что все экономические связи были разлажены. Ничего не было, людям же надо как-то кормиться, есть, одеваться. Я моя цена, ночью я. Вот так и было это все. Сон духтик догёры, хан, как раз ахючки поверили. Но один вопрос меня вот до сих пор, вот никак я сам не разберусь. Фарам как раз тут немножко по этой теме так затронул. Печатание денег там наших за границей, паспортов. С паспортами, там, с наградами, все понятно. Вот по поводу денег, если есть экономист, вот, чтобы разъяснение, деньги просто печатать вещь. Лук мацал, царица, обеспечение халеешь. И СССР, там, например, был золотой какой-то этот обеспечение. Там еще у кого-то еще что-то там, какое-то обеспечение. А вот эти деньги, которые были тогда пропечатаны, чем они были обеспечены, если их собирались ввести, их, если напечатали, тем более в рублевой зоне находились, никакой границы не было практически с Россией. По этому поводу какой-нибудь экономист, ну, который специалист по экономике, может разъяснение дать? Именно как вводить собирались эти деньги в оборот? Да там экономики уже и не было после Павловской реформы, когда они 100-рублевые эти деньги все изъяли и уничтожили. Уже инфляция пошла бешеная. В 92-м или 3-м Фарамов. Именно чеченские деньги, которые суверенитет объявили, напечатали свои паспорта, там деньги свои, именно их как собирались, чем они были обеспечены. Потому что мы же в рублевой зоне все находились. И в какой-то промежуток мы должны были в этой рублевой зоне, пока везде не устаканится все, находиться. Потому что просто так выйти, закрыться, это невозможно было. Потому что я себе не представляю это. Если есть какой-то экономист, специалист, кто может вот разъяснить, как вот эту ситуацию тогда собирались разрулить именно до войны. Да навряд ли это так просто получилось. Фарама дейца. Ну, я детально не знаю, потому что именно для того, чтобы вот в эти секреты, ну, секретами они не были бы, если бы мы не были бы, не выходили бы, так сказать, не вступала бы с нами в конфронтацию Россия, а помогала бы, наоборот, способствовала бы нашему развитию и самостоятельности, и искала бы с нами гармонично там экономически и в других отраслях соответствовать, сотрудничать и
взаимодействовать. Но они делали все, чтобы противодействовать, чтобы не было у нас самостоятельности. Деструктивные силы внедряли. Вообще, одним словом, вредили, чем могли. В связи с этим приходилось нашему руководству держать некоторые вопросы в секрете. И вот именно вот эти вот экономические моменты, вот эти заказы этих денег, подготовка, подтверждение вот это валютного запаса, вот эта подготовка к этому, вот это все находится вот в каком-то тумане. Об этом были речи, я имею в виду вот во всяком случае в том кругу, в котором я вращался, кое-что где-то с какие-то слухи. Но сейчас говорить об этом, не имея конкретных, точных сведений, а некоторые люди умерли, которые более или менее компетентны были и так, знаешь, не освещали вопрос, а вот какими-то намеками, ну, доверительно разговаривая, там какие-то отношения у меня были, и мне где-то доверяли, я в общем-то, говорливый человек, но, в общем-то, относительно тайны или секрета мне доверяли, и я старался всегда сохранять тайну при всем том, что я люблю поговорить. Ну, вот такая вот история. Ну, вот мне вот так подробно, чтобы детально, я не знаю ничего, но я точно знаю, что готовились подробно, разрабатывали там, программу имели и сотрудничали, вот сотрудничали громко, может быть, но находили какие-то точки соприкосновения по этим вопросам и на Западе, и по Востоку носились некоторые, но ничего хорошего, кроме разговоров, на Востоке и мало того, обнаружилось, что весь Восток, заигрывая с нами, конкретно и подло сотрудничал с Россией. И тогда уже это выяснялось. Но некоторые представители и даже чиновники наши продолжали контакты и настаивали на том, чтобы там с Востоком, с восточными странами это развивалось. Сейчас уже это, ну там, имена эти называй куда-сюда, бессмысленно. В общем, вот так вот была картина очень такая, с одной стороны, надежды, там, планы и перспективы и возможности и потенциал. А с другой стороны, вот это вот противодействие со стороны России и все, что связано с нею, все противодействовало нам. Даже те, кто имитировал с нами сотрудничество. Получается, если Россия не собиралась... Готовились и подтверждать, и конкретно отставить, что валюта наша должна была быть примерно на уровне $1. Война, доллары должны были равны быть, но никак не меньше. Чуть-чуть рассчитывали, чтобы наш золотой запас подтверждал нахар, чтобы был чуть-чуть крепче доллара. Но цель была, чтобы он был равен доллару как минимум. Я как обыватель рассуждаю, но просто я почему про это говорю,
если не говорить, в дальнейшем может повториться такая же ситуация. Но просто впечатление такое, что руководство тогда на авось или же популизм. Никакой на авось не было. Там очень серьезно к этому вопросу подходили. Нет. Так не было. Там было все разрабатывалось очень серьезно, анализировалось, готовилось. Все вот это вот и нефть, все бы продавалось, бы превращалось в золото. Это очень готовились к золотому запасу. Но это, конечно, в одну секунду это не делается. И тем не менее, планировалось планомерно, четко провернуть это за год, перейти в течение, золотые запасы сделать, и не начали еще делать, просто готовили какие-то деньги, что-то там планировалось. Одним словом, готовились к этому, к этой акции. Я, можно, добавлю кое-что коротко в этом. В современном мире деньги сейчас не обеспечиваются. Нету заказной валюты, ни золота, ни серебра. В основном все основано на доверии в эту валюту и в это государство. Точно так же мы не обязательно должны были обеспечивать нашу валюту. Мы могли там какой-то процент иметь золотых запасов и там долларовых запасов, то есть более надежной валюте, иметь там какую-то промышленность, там то все, но сама валюта у нас функционировала бы на доверии в государство, в том, что вот наш народ верил бы, для начала наш народ верил бы, то, что эта валюта и серьезная, и сильная, ей можно обмениваться, и она никуда не, и государство нас не бросит, короче. Я думаю, у нас с этим проблем не было бы. То есть в доверии в валюту, в союзе валют. У нас мало того, еще готовились инвестиции, переговоры велись там насчет заводов, насчет предприятий и с японцами, и с Западом. Очень серьезные переговоры велись. Так что это был такой момент, такой период. Вот обо всем, все это Россия знала и все сделала, чтобы мы не стали самостоятельным государством, независимым экономически, и чтобы не... Дело в том, что мы хотели влиться в семью европейских государств, и это у нас, в общем-то, легко и просто могло получиться. Но вот из-за вот этих вот активных действий, точнее, противодействий некоторых агентов внедренных, и даже среди представителей нашей нации оказалось много агентов. Много-немного, для нас этого хватило. Одним словом. Рамо, я с чего ж договорил, Джабраил, как я не помню, Дудаев с Бахки-то в Европе их убили на переговоры. Братья Уциевы, Бацель. Не помню. Уциевы, да. С чего ж? Вирпус, агент Русни. Цухана уже шеет бандитин, таюли, нер, угаскушку в Европе. Вот по тем временам этих лаптежников, если бы этот Запад остановил бы, когда они нищие были, Россия, возможно, была бы еще нормальным государством. Метя мегарас. Цухана кашаш качмен кофтах очень боринах. Вот по тем временам уже агентура начала убивать всех, кого не лень. Сундян противодействовать, другие государства, которые освободились из Союза, им не так сильно сопротивление сделала Россия, поэтому они смогли свои валюты и паспорта сделать. И положение тысячервы, Гаскабан, и Швайчова, Мостра, Халурбан. Можно я тоже немножко добавлю к этому вопросу от Акинцу Делек насчет денег. У государства бывают и среднесрочные, и долгосрочные перспективы и цели. Вот этот вот разговор об этих деньгах, мне кажется, только шел как в перспективе.
на тот период перед началом войны это были только планы. Не думаю, что это было так серьезно организовано уже. Цундейла из-за того, что все время эта инфляция была, какие-то проблемы все время были, но у кого, если и деньги были наличные, то они их переводили в доллары. Когда война началась, люди разъехались, карманные расходы, у людей в карманах были всегда уже доллары. Мы тоже как-то быстро приспособились к этой ситуации. Знаете, дело в том, что наше государство в тот момент рассчитывалось, не в долг, ничего, за все операции, которые договаривалось сделать. И деньги, которые нам оплатили сразу, и Холчуна, и марки, и эти награды, все сразу оплатили, буквально сразу. Так что у нас никаких и перспективы были, и планы были, и превращать в золото тоже были планы. Не просто там с воздуха, а вот у нас и нефть была, и какие-то производства намечались. И все это абсолютно в короткие сроки планировалось реализовать этот переход на вот эти деньги. Это я точно знаю. Вот просто я не знаю деталей, вот там что, где, куда, кто кому, с кем лично договаривался, там какие-то точные сроки. Но что вот это было, а потому что я разговаривал с абсолютно надежными людьми, и никогда ничего они придумывать не стали. Но это ушло все, многих убили, многие просто полностью. Все это Я не думаю, что это Сурху против сомневался в твоих словах. Просто он хотел сказать сейчас, система такая, без золота валютного запаса можно. Без золота можно не обеспечивать. Нет, это правильно говорят. Наверное, и то готовилось, и то, наверное, какая-то частично, но что и к золотому запасу, к этим движениям в этом направлении тоже были планы, я хочу сказать. И что про нефть, это как серьезный фактор, тоже учитывался. К нефти относились, вот, например, сегодня некоторые говорят, там мизер, да там чепуха и так далее. Очень серьезно относились и знали, что это серьезный фактор. На тот момент, на какой-то период, потому что планировалось очень серьезно это производство, все это наладить, технологии, заводы. В смысле, у нас и функционировали заводы в тот момент, но планировалось еще усовершенствовать там. В общем, одним словом, очень серьезно экономика у нас и так была неплохая после Советского Союза. У нас же был промышленный центр на Северном Кавказе. Так что, а что касается наши коммерсанты, они буквально за год, за два показали такие чудеса, что тут уж вообще перспективы были громадные. Но хиллак. Сейчас говорить о том, что там планировали, это все так как будто сказки, иллюзии. А фактически был потенциал, возможности были, и абсолютно эти все заводы были целые еще. Они еще там немного что-то разворовали, некоторые там отколовшиеся от нас друзья и враги. Но во всяком случае, в основном наш промышленный центр, он оставался промышленным центром Северного Кавказа. Понимаете? Да. Фараму,
Мне кажется, надо именно про эти планы, что планировалось тогда, вот это все раскрывать людям, объяснять, вот чего мы лишились именно тогда, вот из-за этих предателей, которые вот это все развязали, вот наш народ привели к этому хаосу, чего мы лишились, какие были планы, что хотели сделать тогда. Вот это все, и, по-моему, надо сейчас именно раскрывать. Извиняюсь, но дело в том, что вот я никаких документов не видел. Застольные наши беседы там, в смысле, нетрезвом состоянии, они, в общем-то, по большому счету, как-то не очень-то будут убедительно выглядеть, если я даже буду об этом говорить как о фактах. Но лично я убежден, что это было очень серьезно. И вот я, как вам сказал, вот так отношусь к этому. Но то, что если я буду там доказывать что-то, как я могу доказать это? Вот я просто знаю вот так вот это. А там имена того, что я буду упоминать, какие-то маленькие детали, которые там сейчас вспоминать. Кое-что я там смутно, может, помню. Но в любом случае, вот это вот так вот. Если я начну отстаивать это юридически, я не могу доказать, что это, но вот я лично поверил в это, был убежден в этом. И когда началась эта война, я точно знал, что она сделана для того, чтобы мы не были самостоятельными, чтобы мы не стали европейским государством, и чтобы другим республикам неповадно было претендовать на самостоятельность. И тем не менее, мало того, я думал, что мы, в общем-то, выдержали, когда была надежда, что это закончилось, я думал, все равно уже международное сообщество вмешается, поможет нам восстанавливаться. И по правде какие-то подвижки были. Но вот эта вот религиозная составляющая, вот эта вот пропаганда, в общем-то, вот эта Лубянка вместе с Кремлем, добились они своего. Они смогли обмануть мировое сообщество, или мировое сообщество прикрыло глаза и сделало вид, что верит. А сегодня уже 20 лет, 25 лет спустя, мы демонстрируем, что вот, они были правы. А тогда нет, они тогда абсолютно были неправы, несправедливо говорили о нас, о радикализме, там, о религиозной составляющей. Все это было вранье. Но они заранее об этом говорили, муссировали эту тему. И сегодня вот они как-то довели это до такой, что это правда, подтверждается. Вот это поколение, они выросли в этой атмосфере. Они построили там 1500 мечетей, университет исламский, вот эти вот школы, хафизов, и просто школы эти религиозные. И вот это тотально они... И это продолжается, еще наседают. И вот это отупение какое-то, изолировать от знаний, от нормальной информации или искаженно преподносить информацию, даже частично с правдой, она тогда так это хорошо вписывается в ложь. И получается у тебя извращенное какое-то понимание правды. Вот так вот сегодня мы видим результат на наших молодых людях. У них получилось так. Поэтому опять и опять повторяю, что надо тем, у кого есть возможность получать образование, становиться суперпрофессионалами, и тотально везде выходить на большой уровень, на высокий уровень в деятельности своей. Да, Слушайте,
Там теоретически уже этноцид, видишь, он уже, вот он пошел уже, процесс уже идет, вот лет 5-6 он начался. Это чисто этноцид, это когда люди начинают стесняться своего языка, своей национальной принадлежности. Это называется этноцидом, своей культуры уже начинают. Это во многих странах это происходило, и Таган, я вот читал много про это. И Таган вот уже начинают бояться чего, не бояться, стесняться уже цацел, он еще, а чули алхаш, собусул бойся чего, и уже вместо наших слов начинают потихоньку заменять их другими словами, будь они русские, будь арабские, разницы нету. Целенаправленно этноцид, видишь, не видишь. Этноцид это не обязательно. Геноцид, когда полностью уничтожается народ, а некоторые страны очень хорошо придумали это. Этноцид. Не надо преступления совершать в убийстве целых народов. Их просто заставить поверить, что они низкого сословия, что они недостойны называться это, что это стыдно быть этой нацией. Видите, что? Вот те болбежах, шишун и хахарчи. Я хуз чувен из чудет, бош иш бушун. Это все с одного поля ягоды. Вот сонна, Бог вот без надо как-то, блогеры, шпичара, еще надо языком нашим заняться. Потому что мот обохка, надо лошаной дорога, все, не будет ничего. Потихоньку и откажемся и от нации, и от нашего нохчел войзодериться без войномот, без войны, нохчелца без. Что-то здесь дохлятся, но одна надежда, что Россия рухнет, и не успеет нас от этноцидить. Даже что вот любой церковь уже доехал в Игорь, нахчи церковь яйца уже лилош, редко у кого. Все в арабские имена перешли. Сейчас уже в язык залезли. Всю историю сундагмело, дамова элчматте, иншаллах, укуна, машаллах. И вот так потихоньку, слово за словом уже отказывают. Уже сидят в тиктоках там, собусал вонов чувасу. Это вообще, это чистый этноцид, видишь, если кто-то еще не осознал. Там, ой, лилыш попала, и шей, чё молил лилыш хотя бы, шей. Гергал Чербаал, сам. Буквально миллионная нация растворится среди народов этих 8 миллиардов. 2 счета. На 20-30 лет хватит, чтобы нас растворить. И что, политики, что он из этноцид? Может, мы уже нашу тему закроем? Ну, на более оптимистической ноте. Корсар адо грустной картине ловен. Да, мы есть, мы будем. Так хуже времена аж пережить новые. Непонятно, невозможно. Ахор, день, час, два не продержится Бог шайна. Том выстоит бина. Дерек холку ареде, том бина. По себе помню, что когда зарплат не было, ничего не было, люди ходили на работу, как будто зарплату дают. Хотя месяцами зарплаты не было. Так что наш народ, он заслуживает очень большого уважения. Вагинца дина дуда мукла, хира дуда мукла. И мы возродимся, и ничего мы не потеряем, потому что в любой ситуации, вроде бы это совсем уже у человека мнения нет, когда ты свое мнение говоришь, этот человек говорит, сразу человек раскрывается таким, какой он есть на самом деле. Просто у нас такое грустное восприятие. Мы не должны никого бояться. За нами правда и справедливость. Войдючтега, дюнину цивилизованный, почавший, хортиню, почавший, язвой, богвой, мы ничего же криминального не говорим.
шабл криминальный элемент, вахахошон, харда дези, вожда диш, ох, шудой, дуй, ох, мас, любой чун, открыто угрожать деш, аж криминальный элемент. Вообще я не понимаю, кто вообще прав в этой ситуации, кто не прав. Почему-то те, которые не правы, мы им позволяем говорить, и мы слушаем их. Сам вехан ашылы цинда зучу и кирва судауюн эльч вехан чубаха бу хамнету утром не будет тебя чон и сандайдна худиду цар. Что они собираются? Кривайн худиду, дунемел ду ары да дюдель что такое. Цахдать, чухдать, вой луг, алцы, да, каждый за нас решает. Пока мы не начнем понимать, что никто за нас правильно ничего не решит в нашу пользу, посторонние люди в нашу пользу ничего не решат. Нам надо самим решать. Нам надо говорить, хардушун, иш да цершун, хартохош да цершун. То нормальный народ Ершун в 90-91 году корылась передача Чуабок, что по каким-то сводкам МВД, что самой некриминальной территорией это была Чеченская республика в 90-91 годах. Мы жили в то время, бандитский Ленинград, бандитский Петербург, Москва, все, и шабл, даже банковские работники, кто помоложе не помнит, а мы-то помним, что они все выпадали из окон. Они какие-то случайно взрывали в своих машинах. Россия. У нас этого не было. Вы и домодацер. Мы друг другу доверяли. Воши гулки хаусырвай, воши ахчалурвай, воши поддержки юрвай. Хар астакино даур мадарон ач цунцун гук да цунцун хуа даурвай. Мы были очень осознанными людьми. Но у нас до сих пор нету вот этого скрепы такой. Путин сьюцкшей скрепшей. И вообще йочу. Нам нужно понять одно важное обстоятельство. Для нас, для чеченцев, что полезно? Взяться за нашу цель и не трогать чужие цели. Миллион бимадать, нах не слурбать, я не рукшлина доедать, ура ажра. Хейтан хал бях боч, украинч бой овайдуал. За молнаш дючун я хейтан меча вайдуал. Это ненормально просто. Нам просто вернуться надо на свое место, к своему народному, к своему духовному началу, к своим ценностям. Понять, что мы чужие проблемы не решим. Мы решим только свои проблемы. И наши проблемы только мы решим. Все наладится, да. Если человек заходит сюда и говорит, ой, трезвый, так приятно бывает. Да, сегодня приходят люди, которые рискуют сюда. Почему мы должны рисковать? Вот это логически, если подойти, почему мы рискуем, непонятно. Это не мы должны рисковать. Это должны рисковать те, которые поступают неправильно. Когда мы осознаем, мы вообще-то за свою землю боремся. Из поколения в поколение передавать республик мою и территорию. Это наша территория по праву рождения. И по праву того, что наши предки ее защищали, сохранили и передали нам. Мы не можем быть той оборванной цепочкой в этом развитии. Мы не можем, например, сказать, вот мы не смогли его уберечь нашу землю. И лишь мояться, и дальше дадулдишь. Поэтому каждый, даже если кто не кажется, человек, который может сказать,
Все неправильно. Нас обманули, нас оболгали, нас подставили. Все было не так. Это наша земля. Мы хотим на ней жить так, как мы хотим. Мы, конечно, цивилизованные люди. Мы будем, да, со всеми дружить, иметь нормальные человеческие отношения. Но наше – это наше. Оставьте нам. Все. Я все сказала. Айолаш, Муртач, резать вас будем. Хам батсон резать тогда. Давай вперед, Владимир Путин. Давай вперед, Америка, Айолаш, да, мои Просто выключите, а то не надо. Давай вперед, Владимир Путин. Ist bydlet zoals nog общаться здесь, ist рылхлилов, да, диско, сюгта, то жимош или сю, хайнага сан хайцана, was хайгергался, например, هم تقيت أخيتي هم например, نسوات أخيتي هم حمويت أخيتك، أقشت هاي سوبر لاتي هاي سوبر جيت سيرونو كروشي، رلقا ما وقتون سكول هايجرلو ما دوديتون سا، إشتغلنا إشتغلك لات أطيتوش تقيتوش. Мы сам бы бокож боса. Надежду, не знаю. Посмотрим. Будущее покажет. Я чумосыз окча уже палачка цетилонсон и чумосыз сун худак до хайшун. Нам надо будет как у евреев воинскую службу и женскую тоже сделать. Духт он был. Она очень хороший воин. Просто ей надо объяснить, против кого вести эту войну на самом-то деле. Как собаке надо показать направление врага. Да, правильно. Нормально, Юшон, Бехмубила. А у них свое направление. Войти враги, что шунишь? Ногчи бат шунишь. Ногчи, да, надо должен сатириться. А я ногчи мог пить, надо будешь хазу. Вайбог, шумо, да, цел. Это чисто вот эти, кто-то на меня обиделся за сказанное мной слово шмара. Но шмара это слово обозначающее, это называлось в русской банде, называлась роль такая была у женщины, которая выведывала, вынюхивала, кто агент, кто работает на кого. Слушай, бандюк, лилош, это вож бюхдош, да, шмара. Шмара это которая вынюхивала в банде агентов. Кто на другую банду работает, кто на ментов работает. Это душонес. Я ж иш бушонишься, лилош волнах. Это скорее, знаешь, что это детище обстоятельств вот этих, которые мы допустили, да, как допустили свое... Не верю. Это я не верю. Допустили свое государство, вот, чтобы оно попало в неволю русскую. И потом целое поколение вот этих, давай вперед, Владимир Путин, что она присмыкается, она Бога, короче, как бы результат. То есть их уже она попасться на это, их по чуть-чуть, а боишь, их уже действуешь, что и вот как я говорил, представьте, весь вот этот потенциал, вся вот эта энергия, которая здесь тратится против нас, против своих же чеченцев, для обслуживания вот этого русского мира, представьте, вот если нам удастся повернуть весь свой потенциал спортсменов, всех наших там артистов, всех просто каких-то вот этих, которые здесь в интернете сидят, людей, каких-то вот этих бойцы Газазат, которых Украину со всех сторон закидывают туда в качестве пушечного мяса, там в Сирию, в Африку, в Папуа-Новую Гвинею, в Массумехте. Еще до Санхова, Дахвихтеч, Вела, Чох,
короче, дождь лил мощно, возродиться. Но это очень сложный процесс. Для этого нужны быки. Urš yuqurdu baritu. Verbacher. Oqshdu tiyan zarwin. Maram, Hu делать я ойга, да. Егонныш лилцей, расхаш хайста бэт, еш бэйца бэт, еш келца кисит, издухуя лилош так, егонныш и людьми их назвать тяжело, сложно, чтобы их же не использовали ни в Сирии, не продавали кому угодно, чтобы они жили достойно, с достойно поднятой головой. Вот все, что мы делаем, и вот нам они хотят благодарность в таком виде преподнести. Я жду вас, سورد كل شو والله تروت أي حقت لأسو نخجمات بيخبات لأسو أتباري بيخباتشون ترديت الشدلنا قدام ديستلاتي ترديت الشدلنا دوشن ترديشتك باش مخلط عن أورقيت تعوز تيس ورس حقي تسقوي بوخش نخجي شو قابيم دانما ميانتي هم داتشون شاوك أجر قلبك أجر حيرك محتوى غير شيء شو إيمنا نخشش تعيشون شغل بروباغندا وغاسقش إيمنا غاسقش شوية شو ترديت الشبه حقش تو أنا لم يقول شو اختار داتس إنه شيء شو دلنا قدوشن تدويش كنيجي شيء يتنا إنستوت داشي حياتي المدات يتنا ميديسينسكي إنستوت داش يتنا فيلولوجيسكي داش вообще левый, цанна, дунянчу, дочь, то умш мандуйцу, дучта, что ще чура хадуйчу, из сакьето хаустьезвой. Ну, их чмот будто дучу. Она уже полгода пасется здесь. Это женщина, взрослая женщина, голос, у нее специально так поставлен голос. Она, ну, кто-то да, ее знает, даже говорят, она в МВД где-то, ихняя. Всегда везде я тебя поддерживаю, всегда дуичтек сумч. О, нисхит из старой гвардии, он их сагода, алси дойла. Эсбо куду и даже и хани легкий ла цанна дунян чё дуичум штат, цо дуичтеш. Митча аху алили чи и хум сун цанна хесум штат, цо дуичуш. Дразме қом шуқали алласу уггур ца люрт уамхил حبيحكي الناغ نقين نسوي لسون فودويش دول هم شاوك تقيت غير شهيق أو شوا غير شوش نابرت كاجن من يوم قي عودة لول شقر ناخ نو شي بالخ خلا مكز ده شي تابا ناراتيوم بال بيش غريز в любом случае опять-таки нахчимат бяхват салесон ну что дикумам дать солелуш так да вердон мало я ой цатер дом Док дуй, док дуй, дохку дуй, серче, мы же не они. Лучше серч выглядом. Деврес вылом, был сидорха. وين مسألة؟ فرامك خاطرش وصل. شو عوي؟ Ладушу, Сайнходж кепер жоп лордон, сон масумаца. Насчет экономики вот этого государства, если вопрос. Я по правде там вот такие застольные разговоры. Я не работал в правительстве, поэтому я не могу тебе сказать, что вот так вот разрабатывалось, что, как. Но вот застольные разговоры с некоторыми товарищами я вел. Это я тебе могу сказать. Так. Фарамов, Вайт, бизнесмен, он где-то в 1975 году, что ли, уехал, убежал, вернее, из страны. Насколько я помню, МГУ, что ли, он или мимо учился где-то. И убежал сначала в Германию, а потом по всему миру он бизнесом занимался сильнейшим образом. А спитак, землетрясение, в 1988 году, кажется, это было, он чуть ли там на его деньги весь спектакль отстраивался, хотя там 111 стран помогали, официально, по крайней мере, Штерлиц Андреевич. И наглость, делегация он даже организовывал, даже Одну секунду, чтобы
у кого-то микрофон, видимо, включен, и поэтому хлюпает там что-то, или у тебя этот телефон такой. Одним словом, вот выключите там лишние микрофоны, дайте человеку высказаться. Да, Фарамов в 1975 году уехал, он нашей Антверпии, убежал в Германию, потом по всему миру бизнесом занимался. Он спитак после землетрясения отстраивал был, штитер, не помнишь, кто это был, и вообще он участвовал после этого, вообще, когда СССР развалился в Чечне, чем-то помогал, а лишь хазил, хатка и чворсу. Ага, я этого человека не знаю. Вот то, что ты сейчас сказал, что он спитак отстраивал, для меня откровение. Я очень хорошо помню этот момент. Помню, как Шарль Азнаур признал, что он вот сейчас я там себя настоящим армянином чувствую и так далее, там, и по миру собирал, но и сам он не бедный человек. В общем, Шарль Азнаур собрал очень серьезные деньги, я помню, и спитак этот восстанавливать помогал. Ну, там и Советский Союз участвовал в этом очень серьезно. Тогдашний премьер-министр там плакал на этом, на развалинах спитака, и тоже там... Рыжков, Николай Рыжков. Он, кстати говоря, на фотографиях, даже на одной фотографии, и гонты, ночи гонки, Нильсон Рыжков в спитаке. Ну, может быть, он участвовал, но я просто не знаю этого человека, Алерца. Ну, в смысле, где-то, может, его имя гремело, но вот в моих кругах, и вот где я, особо о нем не говорили почему-то. И меня заинтересовало бы, может быть, если бы он как что-то положительное нес бы в Чечню. Потому что я немножко, ну, что-то есть у меня, может быть, это националистическое, оно у меня с детства. Потому что, ну, так получилось, в общем. Да. Ну да, если бы ты слышал о нем, тогда бы договор ворон. Он даже, короче, с королем Брунея, там, с президентом Малайзии, короче, Китай, Моссад, Японии, он вхож был любому правителю мира, в Америке, везде, да. Он даже наших правителей, министров, там, советских, российских, какие-то встречи устраивал лично благодаря ему. Дальше он тянти. Князь Мамакаева, Муаца Уицак. Не, вряд ли. Он в 1975 году убежал в страны Германию, это я помню хорошо. Известная фамилия, Тем, в принципе, главная тема закрытия нашего уже актуально обсудить, просто мнение, и если кто-то из новых хочет что-то сказать, высказаться, то, как сказать, милости просим, вы берите этот микрофон и говорите свое мнение. Князь, его Руслан звали. И в армии Руслан Ваермяцун Цинци. Что-то такое вот известное имя, а фамилия Цейлов. Он сбежал в Америку. Вроде говорили сначала в Германию убежал, а потом куда-то. Про который в Америку, этот Руслана, я немножко не то, что там знал, но, в общем, на одном куяне жили. Этот, я не думаю, что этот, если в Спитаке там и так далее был бы, я бы знал бы. И этот не был таким сумасшедшим миллионером. А ведь что, Руслан, вы про Америку? Тоже в 70-х годах, который уехал. Исун Милухай. Нет, это... Ну, не то, что Милухай, но я помню его по детству. Точно.
Я тоже помню. Не помню, Цейос, он Цейотин фамилия Цейо. Я помню, что он сначала убежал просто в 1975 году, еще в советское время, в Германию убежал. Оттуда уже дальше. Büyüsü Да. gördüm. Стрелок князь Висты, Павлович Висты. Вистрол, Аслан. Я длинную тему одну хотел затеять. Som psichol царкой. Вот юалят цаддаг де анчигер алде арсун. Стажим мало аккуратно халдезу кубай вопрос юка. Он дельче жимю фильче даже дух буйсан наше тиадайна доч халкиен укзамне последние 20-30 лет. Так وين ما دا نانا تيحتقي شحالقي شتو بير ديوزل تون ميال قد خيلرا تون تا تون يو ويت دا تغلرا ولا تا بير تا полноценно حالتقي так сум масан сан гине не полноценно ти адайнан доц беш даже дин долж ласкастен дол дайнана психик уж дальше му халқия му халқула цан а тем более тому бай андук нахбу ак дюзалше хук албой цайш хай по мегер дахтуш уж кич о против настраивается дердо цег гумди дахцар идеолог шбуй который целенаправленно мой боиш мобуй молочише идеолог ше цан оуша қайта целенаправленно дауш болға үш бой уже при возрасте больше бейс беш. Кеги беш, халкиян беш, определенный этот ами юкахил возраст беш, ушлар да дизе алхиецу, он дяче у нее мщение юалце дакчуа. А как раз они гокара диха обещать до мщение хирюял. Так пяхари чуниш толша лати тербай раской все равно чуты до ошен литер больше. Сундела я хотел бы именно ухвой сушту еще мелчо лого урсулю харду баа не обращать на это внимание. Дицит худи дуцан дуй. Травмированный беш духош дуй. Да маршал дуйсан. Хош буй, хош хал йолюл умшуй. Үш дина бюсэн дахцяг ду нохч жопталитиш дахц. Her cihaj объявлять яши, her халифач пулларюй, her гаскш буллар ардолитер шудаци бош дуй, уже гаскш техват, тантуан бич газват дуй бош дуй, her нах бош, куркиек беш бекер, нохчи комтя. И всякий интернационал хагулил дахц, ца нохчи бачуш, ца умая, сундела. Будем стараться поаккуратнее, короче, без что возраст мялю хажен, тогда есть я скамял. Барков. Аслан, у меня такое ощущение, что я в этом сообразил, секунду, что Волон в таком положении, что фильм Дагёпшин, День сурка, вот точно та же картина сейчас стала, вот точно так же она полгода назад зашла сюда, или 3 месяца назад, не помню. Потом вышла и мне прислала фотографии Кортур Урсалкш, видео. Урсалкш, игиловцы как режут там, и робою. И вот только что она мне опять же прислала эту фотографию, видео это. И точно так же, Аслан, ты ее тогда говорил, Бер, что ищешь умадац. У нее видишь это, зачем ты так говоришь, это каждый раз я не пойму. Если ты ее знать не знаешь, а она это чисто... Игиловка она, или еще кто-то, или Кадыровка, или с Молгобекского, или еще с какого-то ровода сидит, и Шмара вынюхивает, кто здесь есть. Зачем так, я не знаю. Ну, точно так же, вот 3 месяца назад ты про нее говорил, ее опять запустили, она мне точно так же видео прислала, игиловское.
Урсалкштанти и Робиорсаган. И сегодня точно так же она мне видео прислала. Хинтс вот 3 минуты назад. Суна я Квартабокш был и халца Вот, зачем тогда с этими людьми, какой у нас может быть разговор? с юх ладуш тидам хилаха или ладуш ятуглас подчеркнуть именно хейник хажен дислашя хейник хажен дюзел я кеги дюзел шалас кеги дюзел шбу бюч биш as hal rodeshi ushi yatüch rodeshi she usha te yoch letta wayem dat ودوتك إما Киги дати. дюзел, кучуба, улха, да, цадала, киги дюзел, бац, кучу, вообще, Ну, от бал, Бога, фиги. да. Чуга бол, лучик чуга бюш, контроль, да, на никторан, контроль целатлуш. Аш буш, и дать свой дютик, Бога. Сажим мала, чуа, гуанда, угар, хал, дадулуше, да, цену яше, на, ши чур контроль, хили еще угар, хал. Ундя, че преступника иш маяц, нахан юка алиелик, дуй, айдалини уй хуша, дать. Айдал дол метте хамыш, халюйца, чу бюркиш, чур араца боли тюрьмачур. Пожизненно, прямо с тюрьмачу, осудьяш, техенчия, чуабахловиш. Но я имею в виду именно, дух дюзалш бу алвалсу подчеркнуто, который хаз за хуолчуна, гинума дочь, хокар, айрбеш, втягивать беш, против. Ушкиет беш, диц бог, дусай. Так, as Элмайлер, идеолог, ююлом бьются, идеолог, ша ешь мало, чиш, шалгюла, ша, вот за это горло брать надо, айдли. Али ацетиарга, ша мет юзит есть. И да, суал я чуть. Да, я харит, что дитер, да, Руслан, она бы это не посмела бы, Россия, я царей. Россия, юдеризм. Союз, изм вообще царь богшек, это я не знаю, кто она. Но я имею в виду, что контролировать есть именно и КГБ, что что беш, маснихинц, он суна дойзуш, это да нана дош, халки дойш. Да, царя босс, дойш вид, расол вирбануть то царь, молочиш, укар, их бобок, дуса. Сунда лишь агуч бюлиш, да. Стиглер уаигш мабатюш, уан юкам буш, уэкоман мабуш. Сундела инаха айдл доллар, уэ контролировать лидер, айдл дизвен отдельно, ногче айдл. Не тот, который было, да, или сейчас в данный момент адек. Действительно, пузасан айдл диз, что каждый контроль, так наха нюкевалит, опасно, да. Чуавалу вешувать, или что ну, один дикай контролировать умуш. Специалисты умеют их куда волной нести надо. В принципе, психушки чубах пишешь, видишь, вон по идее с этими отбитыми мозгами люди, по идее. Молчишь будет, вот и сразу без молдяхков ты и цажимал, и по этаж, ди этаж. И дахдяш, его лучше сразу вот вес. Или психушки, или бобалбай. То есть сразу перед детьми, тишум, что его это, сразу будем бялю, алан, все, дахвату вес, или йохку алдел, арбитон его ялца. Вот он должен до вечера долбить, что уже кварталца талуш, ям, еле, ям, при садоч, чуахду, ишь, крутит-то вес. Пока не поймет, да, чаюсь, бред, да, цани ющете. Или не то, что ищете и слушайте. И бредом царя мукол балбох, шна слушать я шмаю. Абсолютно, дяш болган не кабоч, да, о кефиши, налог штефаюши, да, жируют, да, полностью. И что же, и чунде хан ютели дить. Вот они вот им давали бы, бей, сискал, бей, пьяк, дина, ханьоч, иштрель, чуордек, умел по проповедь дать. Бредят, в общем, до церкви. انت كناز ور اتيام دايو لغاش سنتين دايو ليتي وانت انا уже духане его да вот с ними все ясно не будем Да.
Почему Ичкерия, ребята, они, допустим, ногти, Нахари, Хацу, Лермонтов, Валерий Тагиошин стихотворение из далекой Ичкерии на бой в Чечню, Богш. Вот далекий Ичкерии мунтал тилангал. Что нас сакает до сих пор? Вела, князь, из Оцен Филлашбуй, когда вот это название парламент принимал, Цухен Ахил Черг Езадуэ. Но если ты о сегодняшней ситуации имеешь в виду, именно вот это название, там, Ичкерия, многим оно не понравится, может быть. Он как в Голландии, помните, Голландия, Нидерланды, референдуме на Раша Пача Халкица переименовать, и все полностью там мировой реестр везде. И их полностью оформили как Нидерланды отныне. Так, из-за да еще что? Но по закону дадия, что то есть из-за волеизъявления народа Хальешу и Эрдонс, она в состоянии войны или в оккупации А сама вот идея того, что, например, ну это любой столе, кому-то может Грозный там не нравится, или Свелджрайла, или Джахар, ну и любой другой, Гюмсрайла, там, Эргунрайла, Хастахьецун, короче, Цергун, Есун, Инчулта, да? Так, из-за их массы, что протолкнуть до этого, переименовать еще, знаю, как бы, вей керадука, вей ом керадука, любое название, но как это по закону делается, то есть не вот в такой ситуации, да, когда в состоянии войны должен, что на оккупация должен, что потяг, раз как что. Можно Нет, Вистхали таиш собурдеиш цаqa. Qoltaht xan yusu şu qa ötegi laduyuş aşol quyuq çalayış. Kerker quş. Nah bis çolit ve yok çoadon. In soqo deldol hatter du İbrahim. Pi hoqo peruluş da tar peru at I hatter luş. Her knez. Duqna ol du Sona etre max var möhtun içkeri çayıç. Dayeş şey mikrofon. Iz huduayon, ban huduayon İbrahim. И ичкери мершул шхайнадун, да, начиная с Яндербио, заканчивая Идиго, Издакеева, Хокару, Диндо, Лоузер, шлюй, опачалках, шайн лу углилош. Отсюда несерьезный дехкин, ду, и улук, и государственный, улук, ду, цундел, хинзмер, и хаттер, шуй, и гунца довой, харт, и гунца тюлой, и гунца кайкой, китя. قار نسيريوزنا دي قندوه رومتون ديل ناغن إيو تعب ويدا ما يالر تاع جالب كنيج ماتقي ويقصو دارس ويشين لو شوشين لو أقداش ليلو ميكشو ماتش تون ديل كنياز إبراهيم سمالر ويا هرت اتيلي وجت اتيلي غورسكي ريسبوبليكي إماراتشي يومش ليلو بقويات تانا دي بقويات يسلي государство бошдал худовой қияч дала и насколько серьезно худовой қияч дала и он иштуяшка придумал деш хица уч он шлило бакойл да сколько на лилина и он что дел войн несерьезно хияти так без вообще баша тебе что почалках цумаш лунах и бехка батнера ناخ دويريات دين دون قومو نوختي قومو قحق دون إش دقيقين يولين يولي باتشال خوك ناخ شي دي مريغتنا إش شين لؤلو أرشلي لوش دوي كونستيتوتي شيش توت يا شين لؤلو أرش إيازوش ده
Sondel bo aha bo qiyachu bo ha ashun biahtsa bil a biaht boluşu biaht ba qumatsa bonus. Hoqnaga Italiyalini aha asa erdater. Gărç yal şey paçal şey konstitüsit ya leh gărç yal tut iratsa boluş haqu ba shabiahnya ta neh I oil qallur ya ter kuyatchu. Sondela way Tagan düğün davay am diyeşdu paçalık boşdu государство boşdu humudu sun паспорт конституции хую ха диеşdu войн. И насколько серьезно хумду ха диеşdu и государство баня мировой туам болуш отцул серьезно хумду. Tagan goyon от России Украины ши государство юқиши оуши қоусайыл маршулар яғарч и Sünger illah şiyen hada hakkayış voji уже dünen şu dais berş bu ituam gen bayalamış iş seriozno dur son del way luluş lilo way baqoyat way merş dola way dol hayqal way qacha way hayqal qarmtal khila ihumda im way государство way yuq yerza Ibrahims ma'alar от قومو دديش دوت وي قومو وي شادش دقش وي دقي دايوتوبنش تعبش شاوك شا نوخشيغيش شي موخ خيش مارشوريش تقوي يوغيش وت مسار حق دين در إهم دوي سون ديل نا دين دول هما وي دين دول هما هورا نشين لؤلؤ شين لؤلؤ قليل دي تيشات أتمن إدوني قيوم دات ديغم ديتي از دلا هم ديت وي بقويات شون وي إشتيت هون ستولي وي هرت هون ستولي بو. Мурат, им шхейч воса, юрист воса все-таки дипломированный. Ица Богас. Именно почему Ичкерии назвали Баасом, это то же самое сейчас Россию назвать Валдай, там Сибирь, да? Дайте мне слово. Там Муса Далон, там минута буквально, там вот в начале вот это русского вторжения еще, и когда они нас к себе вписали в одностороннем порядке, когда в 93-м году свою конституцию приняли, нас туда вписали как Чеченская республика. Так, всегда были как бы две чеченские республики, якобы, да, в лице вот этого Докку Гапуровича Заугаева, подрусского, главного подрусского на тот период, и как бы наше независимое государство. Всегда просто подчеркнуть, да, что мы вот, чтобы это не дублировалось вместе с их какие-то указами, какими-то этим, Турцию отделить дальше, Чеченская республика Ичкерия, то есть независимое государство, другими словами. А вот я помню еще пацаном, это по телевизору, в эфире, там в войнах поставили на повестку дня Ичкерия. И вот проголосовали за Ичкерия название. И вот, например, после Первой войны, после Первой русско-чеченской войны, вот это Ичкерия, подчеркивание, оно уже как бы уезжает церковь, поэтому там Зелимхан Эндербиев, правда, Зелимхан Эндербиев, духа дроваш наломать, видишь, сега, там незаконный парламент, статья юкер изамат, часть штат фунду сега, кегу диза были компетентный орган. Но Чухена, он как бы вице-президент был и исполняющий обязанности президента на тот период. Сега еще уравнять закон, приказ, постановление им. То есть вот это Нохчичу, Ичкерия. Потому что после Первой войны русская Чеченская республика, она перестала существовать. То есть вот этот Гапурович, Заугаев, Зонтиклец и Мелшко, Швайсташин, Дождеев, Адалчхов, Лилшхов. Он как бы его уже отправили в Кению, Танзань, и вот это вот расформировали русскую Чеченскую республику. Да, война уже смысл,
и Чеченская республика, и Ичкерия, и Нохчичу, и все это одно и то же как бы стало. Но опять с началом Второй русско-чеченской войны, сегодня ты когда Чечня скажешь, это сразу все воспринимают как 95-й подрусский регион, а вот когда ты Ичкерия говоришь, то есть ты определяешь свою позицию, что ты стоишь на позиции государства, независимости и т.д. Вот как-то так, Муса, выстахали, ты, наверное, лучше там объяснишь. Мыш еще массу. И вот Кигош отсюда Хилусо. Я поэтому вам доподлинно докладываю следующее. Ну, во-первых, и Сирм Тасер, Ойнюки, Ичкери, Даяки, Ваяки, Бош, это КГБшный мушдариш. Мы, правда, многое в ППХ это делали. Знамя нам привез из Прибалтики там один товарищ, не буду называть его, Цхангиу Махата Цахоч, православный, на китках копию привез. Вот флаг Харьювый, Изахирдуй, потом атрибутику там мы тоже спонтанно выдумывали. Ну, герб, мы спонтанно, герб, например, мне лично до сих пор нравится. Там волк, 9, истукуми там и так далее. И диктируя флаг до сих пор, вот, главпоп русский, накидки, копия. Изи, потом, ну, в ППХ все это было на ходу, походе сделано. А Ичкери Бошник тоже мы радостно приняли. Ичкери у всех на слуху было и в советское время, и в досоветское время. Вот Лермонтов, там, знаменитый Масана Хушева, эти строки из гор Ичкери далеко стекали с толпы удальцов Бош. Ну и долго как-то с удовольствием приняли это название. Теперь слушайте внимательно. Войнохчу, Воймусу, мы любим свой народ. Я убежден, даже вот эти подонки из нас, они тоже любят свой народ, но они или зависимы, или уже продались там, или еще что-то. Ну, цан лухерду, чтобы все было нормально, путем у нас в будущем. Вот когда мы построим, нам строить ничего не надо, нам возродить надо то, что уже было. Наше государство, растоптанное пока. И военные базы, деоккупация. Когда произойдет, вот мне до сих пор кажется, что Ичкерия самое звучное слово. Вот, мы должны, все чеченцы, любящие свой народ, дорожащие там своей репутацией, думать о будущем, допустим, название даже. Вот как будет звучать для нечеченского уха, особенно для европейского уха, Нохчичо, например. Нохчичо, Чучхе, там как-то поневоле ассоциируется. Нохчичо, Чучхе, северокорейское. Вот. Или там любое другое название. Вот. Как для нерусского уха, как это будет звучать. Это тоже надо брать во внимание. На необитаемом острове Ашмадатсевой мы же живем среди людей, среди народов. Поэтому чем звучнее будет звучать название нашей республики, наших городов, тем лучше для нас. Вот об этом надо думать. А в этом плане, например, Ичкерия, на любом языке это звучит. Для итальянского уха, английского, там, китайского, любого уха Ичкерия. И цаду, шологу, это не чуждое нам. Вот Нохчеву всю жизнь, я всю свою жизнь пожертвовал собственной семьей, я пожертвовал ради своего народа. Вот, но Гинце, допустим, всю Кхэтичи, если проголосовали, например, на референдуме, давайте мы назовем, там, допустим, всю Чеченскую республику, например, там, я не знаю, Шейлахо, например, там, именем Шали.
Или именем, я не знаю, Маштантин, например, или Видан. Я бы не оскорбился, но потому что Шейлхо Санахбу, Чечин Санахбу, Мартин Санахбу. Ну какого хрена мне надо оскорбляться вот этим? Ичкерия, это чужое название. Какое чужое? А шуитское? Ичкерия, это чисто чеченское. Наживешь, ты гори, гилк, өзнгл, эшерш, назманш, героиш, духку, хабел. Меткюх наживешь, например. Что наживешь, раз что на всякий случай. Не заподозрите меня. Сошьют борзеру. Ну, наживешь, он хабел, гилк, цигать, о, хилла самхена. Вот наживешь те часть видено. Видан он хохил, по именем, допустим, этого места, где жили и живут до сих пор. Вот, нормальные, великолепные чеченцы. Почему я должен оскорбляться? Я вот этого не пойму. Ну и дальше, КГБ все как нервой. Вот мы там конец 90-го года, начиная особенно, и до конца 92-го года, пока мы республику не превратили там в скопище бандитов, вот, все в едином порыве. Никто ничего. И вот КГБ потихоньку, я как знаток теории пропаганды там, этих действий, это случай отродья, извините за натурализм. Вот я эти действия знаю, я знаю, к чему это. Они потихоньку стали. Вот если бы мы не воевали против России, мы бы жили, процветали, как там, Осетия, как Дагестан, и доли. Причем об этом говорили люди, которые среди нас котировались как знатоки там, ислама, знатоки нахчи, авторитеты. Из их уст это началось. Вот что из Ваджи, в присутствии в бывшем этом доме политпросвещения я скандал устроил. Хотя он был моим хорошим там, знакомым, не другом, но я часто бывал у него, он у меня бывал. Публично. Ты о чем говоришь? Если мы против России не воевали, мы вообще не были чеченцами. Уличные проститутки, а именно потому, что мы воевали, мы остались чеченцами. Мы еще КГБ. Я знаю, что ты по неволе это говоришь, там где-то услышал. Но это метод КГБ, я его буквально пристыдил. После этого он месяц лишним со мной не разговаривал. И потихоньку, как бы, с подленькими методами, вот этим змеиным шипом из-за угла. Юклетющий дорвали. Вот, не надо было воевать, надо было с Россией там. Ичкерия. Ну зачем Ичкерия? Ичкерия, это же не вся Чечня. Ну, вся Чечня, Цаумадатская, там Чечня. Если имени Чечен аул назвали, то Союз Бандош выходит название. Тоже можно возмутиться. Вот любое другое, Нохчичо вообще не звучит для иностранного уха. Я вам еще раз говорю. Мы должны думать о будущем всегда. Почему это? Почему? И вот с конца 92-го года особенно интенсивно стали войнюкать, да? С змеиным шипом из-за угла, еще раз повторяю. Именно эта деятельность КГБ. Ичкерия зачем? Ичкерия, Массана. И вот ну, люди же не мыслят в основном, к сожалению, своими мозгами. У нас стадные инстинкты там изначальные дуются, это из области социальной психологии. Мы поневоле идем по волне, общей волне. Вот там возмутились Ичкерия, там возмутились Ичкерия. Хажан, действительно, зачем это? Тут я долго Ичкерия, Сюхетич, великолепное название. Ночи и курица,
полноценный бенбук нажают и часть водяной. موسى ليحكم بالله موسى تليفون ما يحتيش قناة الوالد. И что это деятельность КГБ, чтобы вы знали. Муса, Это все мы исправим, да. А если кому-то не нравится, вот мне не нравится этот флаг, чеченский флаг, он абсолютно не чеченский, там ни духом чеченским, ни запахом, ничем не пахнет. Это абсолютная православная накидка. Но это одно, это я думаю так, а может быть я не прав. Поэтому мы, когда произойдет деоккупация, вынесем на референдум, чтобы народ это дело обсудил, какой нам флаг принять все-таки. Накидку даяк твой или адди твой. Как народ решит, так и будет. Это происки КГБ, не надо возмущаться. İçkeri hılçı diktuğu, Rusmartan Burg el hılçı diktuğu, там шейл, там государство Сали эльчи дикtuğu, суоном дик. Шейла, но чего массу, ничуть не хуже меня, не хуже вас. Вот не оскорбляться этим исконно чеченским названием. Вот и душу. Первая причина всего этого вот в этом, в том, что КГБ это все, Ичкерия зачем, это зачем, не надо было воевать против России, это все происки КГБ, чтобы вы знали точно, 100%. Я вам ответственно это заявляю. Вот, а что с бухты-барахты, Зелен, ну что еще? И эти генеральские чины от себя выдумал, ну и кому бригадного генерала дать, кому там дивизионного генерала. Из Зелем совершенно Шум Шманацевич. Я тогда, правда, не был уже при властях, там, при делах. Я точно знаю, что это он это делает. Это все мы исправим, да, сейчас не этим надо заниматься, а тем, что вот вы поднимаете вопросы. Муса, пяти алитансюк. Там князь Бехман минута волон Муса и флаг шуйца даже флаг шуйца концы печать тюлячо борзю демагица вообще ой коматешта благородная умю борз и концы печать ты андо лого хиц магица сандес Он декретный, ясно дело. Но мы, это же не ты будешь решать, не я буду, а народ это должен решать. Такие вопросы с гербом, флагом, эти там генеральские эполеты там и так далее, это все на референдуме. На референдуме надо. И парламент должен давать звание, там, Хаман, Си, там, Ханят, Минядин, там. Это все парламент должен. Не Андербиев один должен, там, или Махмудов, Ахмадов. А парламент должен давать генеральские звания, флаг, потом Кайцаун Душун. Это относится к мой упрек к художникам, к нашим. Вот шейх Мансур, нету фотографий. Нигде нету. Есть описания разные, вот как разные люди описывали его. Стройный, красивый, тонкие черты лица, там, одухотворенный взгляд, там, вези, вожи бош. Описание еще, а портрет дать. И вот какой-то художник, я не знаю, кто этот художник, ну, Чачо, Бюх, Масло, Каман, Динек. Он изобразил шейха Мансура, как обыкновенный там, колхозный, мордюх. Шейх Мансур не был таким. Вот надо бы не вот эти вот, или Бейбулат Таймиев, там, среднего роста был, коренастый, там, тоже одухотворенный, там, правильные черты лица. И что. А посмотрите, как нарисовал художник, это конкретно художник Шмабыш, который, видимо, срисовывали со своих там или брата, или отца, или дяди, чтобы пустить в народ. Вот. И вот эти
изображение наших героев срочно надо будет вот это тоже пересмотреть. Вот, не забудьте, пожалуйста, чтобы вот всех, кто вы останетесь живых, вот думайте об этом тоже. Это не мелочь, это люди масана мировой поэзии прогреметьте, ну, Бейбулат Таймиев. Кто знает князя Бейбулата, кто возвратит мне дочь мою, Бог, ну, Измаил Бей, там, других, хроники Пушкина, да, и посмотрите на портрет, тракторист, недотепа. Вот это тоже срочно надо изменить. Упрек художникам нашим. Пожалуйста, не рисуйте своих родственников. То, что вы любите своих родственников, это хорошо. Но вы нации вредите просто. Вы вредители откровенные. Вот. Но именно Ичкерия и вот этот герб наш, Борис Тахирович, вот именно вот эти два момента, они все вообще не подлежат никакому там изменению, там, реконструкции там, и так далее. Совязывающим Бекмубилович. Муса, Китису, была закончена эту в общем, там с Ичкерии, с гор Ичкерии далекой, в Чечню на братный зов Дарцига, удальцов Дацер, в Чечню с Ичкерии, с далекой, цунде хочу в первую очередь. Да, Церцига, удальцов Дацер. Лермонтов, Валерик. Дацер, удальцов Дацер. Это во-первых. Во-вторых, интажилый герб тя из и в мою племен, да, тейпнеш дуешь из. Тухун, не тейп, тухун, из тухун. Тухун. А жал цунде хочуса, а Ичкерия из кер. Из кекер, керт, это двор, короче, Богдала, двор хулиткой, не просто двор, а племенной двор, дома, крепость. И, может, поэтому я хочу говорить, а КГБ, ягим, шум, хуш, отскана, и полемик шмелила. Почему из звездочек, и почему из кер, правильно, из кер, мы ногти, а это русский вариант Ичкерия. Нет, ну, сейчас мы не этимологию слова, откуда произошло. У нас много слов заимствованных от тюркизмов, арабизмов, от европейских стран. Да, это область для изучения, для ученых. Это отдельная сторона. Муса, кандидат исторических наук, он. Ну, тем более, он языки. А из гор Ичкерии далеко, ну, Лермонтов, Пушкин, они могли там, они многое не знали там, из гор далеких аллах, но они не наживут далеким абац. Наживут хашал хохачсон, чуть вахан чул парат халархсот, эюборса, другерса, сеснер. Я часто бывал наживут. Наживут тоже, хахали, с чеченским духом там отовсюду разило. Вот. И это недалекие, это из города Лермонтов, Аллах, это недалекие горы, это наши родные горы. Наживтовские горы, это родные наши горы. Это место, это колыбель великих людей. Наживут и введено. Поэтому из гор Ичкерии далекие отсюда, это наше сердце. Вот. И мы назвали именем нашего сердца назвали Ичкерии. В 1840 году в Ичкерии во всей где-то 143 тысячи населения было. Густо населенные были абсолютно джемгуйори. Галан чож, и район шхалас. А это как вообще как чуть ли не 10% населения Ичкерии, она считалась не там географически, а так просто, образно говоря, в далекой Халаре.
Ну, понятно. Слушайте, первую очередь Ичкерия дать талон нам, чтобы завтра Россия спрос є. Князь, от Да, лички куяснаун за видео окчуа. Вот видео حاجات أحقية روا إشكيري تغلر حن يش دو إخيلر تغلر تنادق حقية تحقي روا видео حاجة. Муса достаточно ясно объяснил, почему Ичкерию название нужно сохранять. Но если говорить о далекости ее, я не физической, как вот Лермонтов как раз там сказал, из горы Ичкерии далекой, он-то и там со своими там поэтическими делами это провернул. А фактически потом Имамата столица была в Ичкерии, в смысле Ведено и Даркхо, это Шаиш, это был центр Ваймахка и даже, я бы сказал, вот этого Кавказа, ну, в то время называющегося Имаматом. Так что, ребята, успокойтесь. Насчет Ичкерии. Ичкерия – это очень замечательное название, и это далеко не далекое, а в определенные моменты был центром нашей Родины. Можно комментарий? Дайте добавить. Тут комментарий я сделаю небольшой Комментарий. с Тесла. Я не хочу эту историю туда идти. Просто вот мы сейчас рассуждаем, да, это, ну, неплохо это. Но даже если сегодня обнаружится, что Ичкерия, там, это по-японски, там, Денпугар или по какому-то еще у индейцев что-то, у других, нам это как-то вообще по барабану, потому что у нас есть четко государственные вот это вот все атрибуты, и в том числе и флаг, да, который там на эту мантию какую-то похож, там волк с глазами там или с ушами, с чем он. То есть это парламентом все принято по закону в нашем государстве, это и по постановлению, и из указ ЮАН, то есть как флаг должен выглядеть чеченский парламентом постановлено, как герб, звезды на нем, какие пятиконечные должны быть. То есть как государство у нас все четко устроено. Если мы просто вот хотим исторические какие-то там, географические или, я не знаю, этимологию Олицуна, вот этого названия, происхождения, ну это не проблема. Просто мы не должны вот это вот противопоставлять друг другу. Тесла, пожалуйста. Я по поводу Ичкерии далекой хотел добавить. Во-первых, Лермонтов маустихиш язышул. Так, тун юдер далекий, халушетана, Рязань, Петербург, ну, Таган. Или стихиш язышен. Не значит, что он где-то там под Ведено сидел и писал эти стихи. То есть он писал, он далекой на Кавказе, Ичкерия, короче, понимаешь? Из гор Ичкерии далекой, Альшиш. Да, Тесла, ошибается. Гор Ичкерии далекой, в Чечню набрали землю. Он писал со своей перспективы, раз. Второе, этот человек, короче, живет в 19 веке. Все люди ездят на лошадях. Ичкерия очень далекая, даже если ты в Владикавказе находишься. И в современной перспективе рассуждать, меня это очень удивляет. Наши друзья, эти политические исламисты, они тоже как будто так удобство цивилизации тогда были, царя и хамян доктор. Это 19 век, ездят на лошадях. На перекладных проехали там 25 километров в день, короче. Хатигин, Ташстеечко, ну, в цивилизованных странах это было. В Русне, конечно, это система, как в Русне всегда все бывает, наперекосяк была, но проехал там 25 верст, поменял лошадей, отдохнул, снова проехал 25 верст. Ичкерия действительно в 19 веке очень далекая. И толпы удальцов действительно стекались оттуда. То есть и проблем я даже рассказывать. Вторую часть ради слога мог он это сделать. Как поэт, он ради, чтобы слог был.
добавить. И вдобавок... Да, но он живет в 19 веке, ваш бог, страшно, люди ездят на лошадях, аж вообще рассуждать. Вот, если кто не знает, Ламнашка, в горах. Вот ты смотришь, вроде бы рядом, он там, там за 20 минут можно. А так тебе придется неделю туда идти. Князь, и ты сейчас такую интересную фразу что в 1840 каком-то году или 40-м году ты сказал, что население Чечни тогдашнее было 140 тысяч эларианцев. А что ты назвал ты? Откуда в 1800... Тейлор, Тесла, ты ошибаешься. Нет, Тесла. Ага, в 1840 году в Ичкерии барос, но в Чеченце бар. Это раз. Ты не слушаешь совсем меня. А во-вторых, он дефицит. Это ответ. А 140 тысяч, когда сказал ты? 143 тысячи было в Ичкерии в 1840 году. Кто эту считал Тламбьевич, короче, с Русней, и переписчик Шмилшхила, где эти источники, да, я посмотрю, действительно, вот хреновый, честно считать, ты ж перепись ешь Милхила по этим аулам вражеским, Лила Швадской. Тесла, это я много лет 20 занимался этим вопросом. Сейчас я тебе буду все записи свои читать. Это во-первых. Во-вторых, в далекой Тесла, а у Лермонтова в Гихи, стекались в Гихи, они с далекой там России, с Рязани, да, в Гихи стекались с далекой Ичкерии, в Чечню стекались. Князь, сатавин овис полит инсоқавис қалюқ вид метті гөличвацо алу шворсола доду қуақлырвацо марша муңшдейтил мосу. И за переписью, я ж побитан, вот скажем, больше хиловы, и дачах дали, ты мне говоришь, и хомтон дел, я говорю, что на самом деле я чум за перепись 40-х годов у Гаспы, который нас тогда гораздо больше было. Тесла, Ичкери хилили свободила, Муса свободила, Бехма била. Ичкери, Байрقي, وي معري جرب شادق وي تعلق تخيط ويشات وي أتن دحل أتن يحل خدحقن أت دقسينوش وعديخكن وي أمرح إشت بنا إشتلتنا وي حدات عني متها وي دقسينوش وعديخكن وي يحل خدوقش يحل أي دين أتن دح وملقى ريفرندوم خليلو آخليل سونكيرتشو متك تيو أويلي ودادال دو سينوشن مو أويليري وي إيديش تشقدال دول مصو همونخ خيت دا موغ دوغوت إديتور دوي إميل ديزلار ديش دوي وي هورن چور سينوش مدو وي دادال وي ميل دوغ أدم دادال وي إحال دوغش دان لاردينا مدو وي إحال ديقن وي وهور شرد عمل والك دقوق شاش مصو وميل عندين تيمدو وتنتاني دزل دين ويوم ديتا داجي توش دات ويقع ولاردي شدول هم دو إچكيري دو ولاردي شدول دلاتهم وبيرقيو وشادق وحلق داقليلو شدول ودزين ليلو شدول هم ولاردي هم دو Лермонтовицы, Кевегвицы, абсолютно юшумдати и соук амелду. И алхецу, отон ойли. Була целый сам намек ели в этом вопросе. Тогда дизел целый сам намек даже ели. Вы слушаете, нет, что говорю. Я из звездочек херш, из тебя, знамя тебя, герб тебя. Не потому ли Искерт, Ичкерия названа, и хочу, что двух штат бедством. Да, это босс, вообще, и хаттер дала, и он тилаэл, хаттер дали, ойли ещё уже ватала дина вангуш хилдол хумна,
توش دويته اشتخطر الأوليز بوس خيتو ديز ألا تبوس خيتو ديز ألا بورغاسي دو ويتعوشق قت مرشو وشق قت ريفرندوم ينتاق خيتو دو بوخشاق بوس ريفرندوم موخ حين كورت موخ تيسر بوتار مو بيتبير بوتار شيء شول دابل بول سينوش شيء عاني دل نخ مو بيتبير بو يبو حوق بو شم داتس خط حوق خليل ميل خليل اويل كيرتشي على يهون تيل إذا قد تغلتي أو تيل اويل يا مت جات بوس ويج او دقم دادي الله وي دقم دادي الله وي أتنت وي او دزلر ديش دولهم دوي Булат, وي дичурга, нисду, дух дабыла, это сентименты, все ты правильно говоришь. Но существует юридическая сторона этого дела. Это, как Муса сказал, кто-то идею подаст, соберет подписи, и парламент будет заседать и решать этот вопрос. И потом, если он там поддержит этот вопрос, то его вынесут на... Выносить или не выносить на референдум, его вынесут на референдум. И тут сентименты, сачу амелвер, вичи, совичи, вайдом дать. Хотя? Пам динальбе, когда отсюда. Ком динальбе. То, что ты говоришь, то, что ты будешь отстаивать свою точку зрения, что не надо выносить это на референдум, ты тоже будешь собирать подписи и голосовать против. И так решение. И мадугардине, и мою, и демократию. Да, да. Единственное, вот если мы сейчас об этой теме здесь говорим, нам просто надо вот разделить чуть-чуть. А политическую сторону, если вот тем Юлину князю, если он хочет в историческом плане там что-то обосновать насчет этого, то одно. Вот в политическом плане, например, то, что я здесь попытался высказать, из-за чисто в политическом плане дойду, так, и дождь изучать, Мадья Бог, да, там, пожалуйста, изучать, да, ищу, но в политическом плане из-за войны, я знаю, дискредитировать, я шивай Байрах, потом мой Конституции, потом мой название Ичкери, умышленно дискредитировать, я шу, сколько я шубо, да, но просто я много это видел уже, слышал там в интернете везде. Например, вот это Ичкерия, что Джахар Дудаев назвал это Ичкерия, Бог ему приписывают. Джахар Дудаев из Волончож в районе Руис. Это вообще на другой стороне, короче, республики нашей. Так, он это название, если Шьен Хасвет там называл, тоже вообще там из пальца высосать, приклеить. Не он называется, это не он называется. Да, я это знаю, понимаю. Там не то, что не он, я-то помню, как это еще принимали, вот это само название, выбирали из 2 или 3, ну 2 точно, война и 4. Так, в политическом, короче, плане, да ищу из Фарамус Мааллар, если уж нашему народу не понравится, это Ичкерия, Цабьюхом, Цадик, вообще войну, что хотел. Если большинство там людей какую-то претензию выразят в будущем, конечно, там все твордают, им увидишь. А так, вы куда извахин, сун Ичкерия, хилитлер, сун Пичкерия, хилитлер, сун Цахунядин Керия, хилитлер, сун Харишник Хейти Бош, сун Имарат Кавказии, там сун исламские государства, Язари, потом сун 4-я статья Конституции ЮКР, сейчас Аях, короче, светские государства, религиозных, Бош. Сунахтах, Покарино, Простоквашинари, из Фульсунах. Это если в политическом. Мне сегодня очень понравилось, как Муса пропагандировал
это название, чтобы оно осталось и сохранилось. И это очень было логично и весомо. И еще Булат добавил до этого сентименты там. Вообще капитально. Эту Ичкерию нужно сохранить. Во всяком случае, у меня такое мнение по всем параметрам. И буду отстаивать это, если живой останусь, как Муса говорит. Да, вот Эгайберский. Я хотел защитить князя немного. Не в смысле, я его точку зрения поддерживаю, а в смысле его скрупулезного отношения к строкам Лермонтова. То, что он говорил, цитировал и отстаивал то, что Лермонтов сказал так именно, и имел в виду гихи, в смысле далекие по отношению, он прав. В этом стихотворении именно так выражение там идет последовательно, четко по отношению к гихам, где собирались вот эта битва должна была состояться. В общем, одним словом, как бы там ни было, вот эти обороты, там стихосложения, Лермонтов там был неточен и неправ. А то, что из этого делать основание говорить об Ичкерии далекой, в этом отношении ты, князь, не прав. Не Лермонтов должен говорить о том, что далекая Ичкерия по отношению к гихам или близкая, а мы, чеченцы, должны это говорить. А она близкая, и Галанчожу близкая, и к Ачхомартану близкая, и к Шалям близкая, и так далее. Дал дикнигда, дал борца было. Карта Саид Бош. Выстрел вещь. Халетне, что микрофон. Кучу-то камер летит, микрофон летит, что-то. Вписывается в тему. Выстрел, кучу-то чухтырдут, он Ихтуа вала объяснить, бин халлат и выстрелить мегадну. Так, пока чуали, выстрел. Bütün güçlü gittik ezek Musa doğru asılsın. Demek выстрел. Musa halvo adın şu melekler deriz. Bibul sortdat тракторист сану или расагасон модер диждак садосон нешт и кечке пархилдиз богдер или модер сагезик дити шариа ягадер бой. Я еще раз объясняю. يحسب ناخن خلقا تعقويته قيش خلقا تعقويته يحسب الدكلش дик мадуи войну каяльш, между нами чеченцами говоря. Вот в этом плане я рассуждал. Вот портрет, как он выглядел, фотография Яц, к сожалению. Бейбулата Яц, шейх Мансура Яц. Я точно знаю, что фотографии, в те времена фотографий вообще не было. Ну, ладно. И сурт до чертеж ел суртдук, гинхардук, он ар олом сейдилен. Изду турецкие газеты Ира в 70-х годах перерисовать ден. Тажим сурт Ира. Перерисовать ден. Гинзи волшо только инсурт хелуиза, эц илсомерта аша, кацумо адам бог, в школе богбен учителю истории, математика, бершин, черчение луж. Вот эти и газета Аделла, сюнга эц илсомерта цуана айну локс, тага эц бибо тайна хол жебраил цейлша. Hornet, hence why ishtal gazet der bosh. Не, того алгер. Ты создашь телевизор. Тем более от газет, а дек сурт der бах, что бах. Не, яздина der судям, что дицари латинский матрах даже яздин der теми бибол тухар бош. Дойто, он так доцо идут, что самхай назук он балка швелуки. Sonne barasam eins handelt dol sort في خزخ اللوش جوز خدو موسى صوم خزيته نيشت خلا
Волшвол хаз ивич войны скордерите барсам. Ну, Волшвол, у меня много друзей, знаменитых художников, Идрисов, Дадан Бош, член Союза художников СССР, там, Международной журналистской гильдии, Эль Мурзаев, Сайтими Бош, знаменитый художник, у меня много художников, я знаю из их рассказов, из собственных наблюдений, что Тайми Бибол не был таким, вот, каким его изображают. Слишком примитивно его изобразили. А шейх Мансур вообще красавец. Он настолько был неотразим, что Екатерине II, Меньшиков, нет, один из ее многочисленных любовников, Потемкин Таврический, по-моему, он побоялся показать шейха Мансура, даже изможденного, показать Екатерине, чтобы она не влюбилась в него, чтобы его не спасла она. Отцу Хазхалей. А вы посмотрите на него. Нельзя так относиться к своим героям. Тем более Хинслер Абдуллахович. Муса, тем более Хинслер Абдуллахович. Марк Даже и чхилях даже в цивилизованных народах приукрашивают своих исторических героев, выдумывают даже заново историю. Вот история Древнего Рима, Древней Греции, это вообще кошмар, это вранье от начала до конца. То, что приписывают нам спартанцам, это не спартанцы, это персидское было воспитание. Вы почитайте сейчас книгу знаменитого греческого философа, историка, Киропедия называется, Ксенофонт, автор Ксенофон. Вот почитайте, проштудируйте эту книгу. То есть каждый пишет там, Плутарх и там, вот эти вот европейские историки, они приукрашивают, а 90% вообще выдумывают заново там историю своих этих народов, греков, римлян, там в уста Цезаря, там Брутта, Кассия, вкладывают там слова, которые они наверняка не говорили, вот, рассказывают, как там этот Цезарь перед тем, как упасть, думал о том, как будет выглядеть его последний момент, и великолепно подняв тогу свою, красиво упал Бог. И люди целые истории будут выдумывать, чтобы было красиво. А мы единственное, мы бацы герои, что Шуайб Халабат тоже очень красивый был мужчина. Вот. И мы должны воспроизводить своих мужчин и героев таким образом, чтобы они смотрелись. Ну, посмотрите, шейх Мансур, все-таки Хажичи, не смотрится он. Оскорбление. Тем более он красавец был. По данным русских источников, по данным французских источников, немецких источников, армянских источников. Ну, почему нам не в крайнем случае сочинить, не надо даже вот образ, обобщенный образ красавца чеченца, и не создать. Вот это я бы срочно перерисовал бы, и Тайми Бибол и шейх Мансури. Потому что это наши две визитные карточки. Вот, и люди должны, весь мир должен видеть красавцев. Тем более они были таковыми. Нам и выдумывать-то не надо. Вот в чем дело. Понимаете? Ну, а криком там, флаг я бы убрал бы к чертовой матери. Этот флаг, он вообще не отвечает ни раскраской, ни символикой. Это православная накидка. Когда я возмутился, Яндербин стал забивать мне: Муса, имам Аллахчу, меня люди старались, а ты это там 5-10 вонять чего дарчу. Да, гештельцун да. Вот, и еще если шум жду, но опять это не по моей воле, не по твоей, а на референдуме, вот как Фарамов говорит, там, соблюдая юридические нормы. Дирдун сюхачи, повторяю,
герб оставить надо, искери оставить надо, флаг заменить надо, соответствовал, чтобы он чеченскому духу, чеченской истории. Многоцветие, царишь. Многоцветие – это символика этих международной мафии издавна. Вот, однотонно. Слушай, герб и там все остальное менять. Все остальное менять надо. Но это мое мнение. А так, ход такой, да, только да. Муса, а ты не допускаешь, что православный чар и выиграет с Халтамбу и Накипкуна? Никак не допускаю. Абсолютно. Я знаю историю флагов, историю этих символик вообще мировых. Так, я немного так пытался для себя. Вот многоцветие, оно было изобретено вот этими, сейчас эта теория там заговоров, международной мафии там, с 13-го, там, с 9 века, начиная. Вот царь Ленин, а ночью или Нет, Муса, вы Байркш в основном цехила, как это не по-гарибальдийски звучит, как это не по-коммунистически звучит, но это были красные. Только не черные. Или красный, или черный, или белый, или одноцветие лезу во флаге. Вот, чтобы там полноту духа, там, полноту там, натуры. Африканцы любят мусор, многоцветный флаг. Многоцветие. Но это не нам решать. Это не нам решать, правильно. Мы можем предложения вносить. Наши предки носили красные флаги. Ну, там разные были у каждого свои флажки. А в общем-то знамена русские, православные. Православный юбош, у православных он есть фиолетовый с такими же полосками. Потом есть, как у этих братьев Энгулбаевых, черный с такими же полосками. То есть там, если вы будете искать соответствие с какими-то другими, да, там любой флаг, который вы сейчас придумаете, красный придумаете, с коммунистами будет ассоциироваться. И так далее. Мы же не придумываем. Мы говорим о том, что каждый будет предлагать точно так, да как я ты вообще образно говорю. Я образно говорю. Если слушать вот этих шуфлаг, и там все, что угодно можно выискать, если надо будет. И в названии, и даже на карте нашей географической на что-то похоже может вот эта Чечня. И теперь мы какую-то территорию кому-то отдадим или там, я не знаю. Давай, эйш бихи проблем сейчас, маат аш камхир. Вот сейчас, если бы это у нас последние проблемы были, какое название, какой флаг сейчас нам сделать. Аппарат столько проблем у нас. Musa Barkal deriz qil gaplarni. Ватсон, микрофон, дай корон. Да, я тоже хотела сказать, защитить флаг, который воевал, который победил и который вошел в историю. Точно так же я хочу защитить название города Грозный, который вошел в историю как Грозный. Еще адитиш делаешь. Квагашвар проблем решать есть. Иш ададите кидак дитеве. Стояли. Тут глаза выкалывать хотят всем. Ходят, выкалывают. Яром удар. Ишим, наши потомки как-нибудь разберутся. Геральдики будут мощнейшие, сядут и сделают, что подходит нашему народу. Ну, именно этой темы, которой коснулся Муса в отношении портретов, вот в частности, есть фотография имама Шамиля. Табынал цагумюляч этига. Шелт чундерал ю. Ир цапхир ю. Асурт хайшчи цдохшил портретш.
цулхаздаг вац от суртах. Цен ногчи юхси ду дилнер. А фотографии асюли цахумью. Том штук в этом отношении Муса где-то опять импонирует мне эта тема. Но если есть там углем нарисованный портрет Тайми Биболта, это не значит, что это супермастер какой-то там отразил портрет, тем более перепечатанный на тех времен газетах, там такое смутное изображение. Так что не стоит это так ориентироваться, примерно можно. Дело в том, что Тайми Биболт приходил в общении, был с аристократами и выглядел перед ними, они его воспринимали как князя. Вы представляете себе его манеры, его суперкрасавец? Я имею в виду в его жестах, поведении. Если эти аристократы, которые, в смысле, на царских приемах были, они его воспринимают как князя, как тончайшую личность. Это нужно тоже принимать во внимание. В этом отношении я считаю, что правильно подчеркнута вот эта вот деталь, что он выглядит довольно по-крестьянски, так мягко скажем. Ногти Мороза, он же и был аристократом, он же был чеченцем. Так и выглядели все нормальные чеченцы всегда. Правильно, но просто это нужно подчеркивать во внешнем, нужно это донести, художник должен донести это до зрителя, что он такой. У меня уже без 26. Ну, в общем-то, если модераторы хотят, можно было бы закругляться. Еще встретимся, да, Умур. Соболде там, суббот, дуэн. Найгыт вельшитем. Шулиот. Насчет этих суштиллар, да? Има дуюэн байли деллак. Та сурта тадуллич. Та хума тадуч. Хана غاستش هلك لنا مالدك حقيقة هم تسدوش طيازن دول هم تيفتر تسدوش ده مرد عضغتن داجن هلك يخوق اور هر اخلص هنا يوين ده شورت مدلي فنادن مدلي كيسن انا نخي بيكسل شتايلش короче современный смартфон كيسن يحكي ده فنادن شورت مدلي بعرك شتعدي بوشتات شاش خوي تسقيش ونادن صورة اختيار أحتوي الله يقيمة دينا يلي يزروها أتشو كيسنا يول вообще мощнейший там Kelvin iPhone شيء любой короче фотоаппарат ты цинца даже фаерел вик там яшина сурча дош ше йол и эффект передавать тешь оборудование шмаю шо кисна сарч дух أتستير صورة قيمة لنا ديال ديالها وبشي خلق الدوشن Имам Шамиль, суд ждал ценных бог, суд делит ценных бог, а потом сам чуть ли не каждый день фотографировался в Калуге, да? Да, вайг, та суд ума тогда хотел, а выстрел. Я говорю, в Калуге можно из Киргизскими тебе выпустить. Да, вайг суд تدلج وایک تا هم تدای شوي استوري شيء كلا كنا يحقن شيء гнилой истории тем запечатлетен, да?
Что там, чем там гордиться, я не знаю, тем, что предал, пошел под русских, 25 лет развода целого народа там. Вообще, это Чечня и Дагестан, Туамбина и Бош. Их вообще ничего ходули на плечу. Например, Специально нет такой СНД, потому что никто, кроме чеченцев и черкесов, там не воевал, в принципе. Раз пьют СНД, чтобы размазать наши чеченские героизм, чеченских воинов, все это размазать, надо было еще на кого-то это переложить, кого-то притянуть. Но когда говорят о бандитизме, они почему-то дагестанцев туда никогда не втягивают. А те теракты все время на нас все плохое скидывают. А славные победы там или еще что-то, это они туда размазывать начинают. Это всего лишь навсего политика, чтобы размазать, да, хорошее, а централизовать плохое именно, концентрировать на одну личность. Вот раскошет бюхл лес. Понятно, если Хачубахкин выцарцу мах, дух лак, шкыбаш, они их завозили целенаправленно, опустошали земли чеченские, и туда завозили людей. Чтобы потом завтра объявят этот Анстан. Никогда в жизни Дагестан не будет против России. По одной простой причине. У них есть все документы. Вы здесь пришлые. И мы в любой момент вас выгоним отсюда. Вот этим, до этого все это было замучено ими. Замутительные, вот исторически, земли передают одним, там Каварабах передадут, там этим это дадут, у эстонцев заберут то, латышам дадут третье. Значит, и корки, чтобы завтра никогда не отсоединились от них люди, чтобы шантажировать. Герои Алцаат в Силе. Этот герой Фарамус, видите, что Циксурта Агушуха, что это за герой? Этот кинжал там 30-25 сантиметров, он с ростом этого имама Калужского. Хасух Бош, Хасух Магоматов из его мячуна свешек уж арбит ночи арбехчена 44-м Навалак аур дармячусу язин цал лоза креза музыклокш он хэтен Удухузая. Иш ночи арбех латнеш хафиду элай алшейк. Хасет лозак денирцер. Сюкач. Дальнейшем мы гергелунш дик хаус диез другом друг, братом брат дуй. Цунде шавик хасет так вицвил вац. Я вицу юш дац, он дерцет яин шу аюшиш. Штундук. Дело цурана асла, мы, как-то этих обвиняем друг там, войну больше цугом. Озгаскши агуляц. Церпит, что селган ихних отцов матерей убивали эти свинособаки. Там царь нюхи и там, балбахан, да, снах байбан, Украине, лилуш баш. А сюха бас, он ницарстик выгонхал, царь нюхи волгаска, вин, вот хажарор, дия аур. Ну, дуня чугаскаш сани. Царь говорил, том бир бацарас, это я точно знаю. А слабо дють салти виндиявал хажарор. Цанюкер арвал мегерда, цариш шавик б види б. Ну, я ж так и сказал, салти б, ну, раз. Цегвилу, что гвил. Два, царь, цавар.
Гад, Аллахна, я что-то попробовал бы сделать. Сэмайл вред егер, асакама 400 лет икам, алыкдеш бахкш волнах, цани мовуют. Тем более, последняя память еще свежа у нас, когда они убивали наш народ. Плотно, геноциден, аж мы будешь 30% икам, алыкден. Терти это мовуру был томба. Вот в этом плане очень важное значение имеет формирование общенационального сознания. У нас нет общенационального сознания. Вы нохчи али санаур хамеешь яйцой, а так там отношение к героям, например, у нас разные. Вот Мельбери, Тапа Чермою, вот или Овцы Чермою, генерал был Цаханят Менядин, генерал Алиев Цаханят Менядин был такой, сякой, восхищаются им. То же самое, это совершенно аналогия. Нохчи Халкбин генерал Шбош, Нохчи Халкбин. Вот, или там Хампаша Нурадилу убил 920 немцев. Какой 920? Зачем он убивал 920 немцев, когда твой народ убивал? Нет чеченской семьи, в которой кого-то не убил НКВД. Немцев 920 немцев убивать моды. Ну, понятно, что немцы, там фашизм был, Гитлер, людоед, это понятно. Но даже сегодня, вот я, допустим, Муса Темишев, сегодня с моим сознанием, четко осознавая, что Гитлер людоед вселенский, я бы воевал против Красной Армии, если бы меня загребли. Потому что самелек раскашвинок, сада раскашвин, сада деда раскашвина, нен чуш раскашвина во время Борзойского восстания в 1943 году. Самельвик Раскашвинок, например. Ни один немец, ни один Гитлер, Розенберг не убил моего там, родственника, ни одного чеченца. Вот. И вот это искаженное, да, Маулит из Лисаитов первый встретился там. Ну как можно вот этим гордиться? Но не надо, осуждать не надо. Они там попали по недоразумению, там, это понятно. Там. Ну, гордиться этим не надо. Гордиться надо там, шейхом Мансуром, Хасаном Исраиловым, который против советской власти воевал, заведомо зная, что он не выиграет. Вы почитайте письма Хасана Исраилова. Хасуха Магомада. Вот ими надо всем чеченцам гордиться. Вот, то есть у нас даже вот отношение к героям, к символике, у нас разные отношения. Мы находимся, к сожалению, на стадии становления общенационального сознания. Со скрипом, со скрежетом, с кишками, но пока еще на стадии становления, увы. И Хасухам Цамович молодец, он такой герой был. Почему его никогда не упоминают? Вот всех, да, кроме него. Не слышала Ильич. Это Хейнкелла Винвацер в советское время его убили. Там целая это была перестрелка, мини-война. Одного дедушку не могли убить. Спецназ ГРУ в количестве там, по-моему, 30 человек. Вот, заведомо там окружитель, там, Бердистях и Лайтину. Юкочкел и Мацун, я сейчас забыл. И вот эти 30 человек не могли его там... Салько Бош, подполковник КГБ, хотел отличиться. Здоровый, под 2 метра роста, там, забью хакалы. Я его там обезоружу. Он ворвался, Хасух его из-за двери вышел, батлясь, кинжалом, проткнул его. Вот, да вот Хасухам надо восхищаться. Обрух зелем, вот им надо. Особенно Хасан Исраилов, величайший герой.
Вот, если у кого-то там какие-то перспективы были, то в советское время, когда тотально вся система была нацелена, заточена против чеченского народа, заведомо зная, что не будет у него успеха, он решил свою жизнь отдать в борьбе за свой народ. Вот Хасан Исраилович Масара, рисуйте его портреты, читайте его письма. А у нас не Хампаша Нурдилу, Висаит Маулиду, Игу танкист, Минядин, Ханядингу. Вот разнобой у нас даже в оценке героев наших. Вот как-то нам надо, но это со временем будет, нам еще десятилетия, видимо, понадобится для этого, для формирования национального сознания, общенационального. Десятилетия понадобится после деоккупации, еще десятилетия. Да, после деоккупации именно. Да, потому что сегодня полностью под оккупацией Ачмадыва, там, так, своего же ничего не разрешено, даже язык уже запрещают везде. Так, щи, даже мост, добавка шли уж был, мост хорошо. Героиш меча харбойтер был, да. Кузарах, дийцам надо их и чаще упоминать, кто, ну, вне этой концентрационного лагеря находится Россия. Надо об этом говорить, писать. По поводу этого 900 фашистов из Багдадшин, это вообще это фантастика. Ни один советский солдат из этих всех миллионов, наверное, даже 100 немцев убит Аска Салти или советские Салти Вачу. Это все вранье. Вообще, вы представляете, немцы со своим страшным военным порядком, абсолютно, они просто такие фантастические войны, фантастические дисциплины, все у них расписано до мельчайших, и они на какой-то участок, как эти, не знаю, там с пулемета с Максима 40-50 килограмм со станком весит уж. Кто-то косит этих немцев, и они пачками там снова наступают, а чтобы 900 человек это как только у них там, я не знаю, 3 немца погибло бы, они сразу туда там, не знаю, артиллерию навели бы, или со штуки бомбу кинули бы. То есть немцы жалели, что... Это понятно. Не, я хочу кое-что просто поправить. И сама суть тоже, да, но изомщет. Джим Сеглош, он его взяли, забрали, непонятно, он бях батти, короче, он просто один из такая же жертва империи, как и все, кто попадал в советскую армию, там, во время войны, кто сюда попадал. Но то, что СССР вот врет, это вот сейчас же можете увидеть, украинят, будут там этот, просто там смех и грех. Там он один 100 украинцев убил, 50 украинцев убил. Сказки шуют. Аж мы больше неужели вы думаете, что Советский Союз как-то по-другому это делал? Короче? Он тоже сам. Взорвал. Там одно написано было, летчик ВАЦ или ПВОшник, я не помню, сбил стаю байрактаров ядерных. Вообще там такое же было и тогда, еще хуже даже было тогда. Вообще еще хуже было. Видео там 900 ничего не было. Брали как российская история, она от нуля до завершения, до сегодняшнего дня, это выдумка. Они же выдумывают целые там эпохи, каковых не было, героев, которых не было. Там Кульковского, вот я помню в школе, там вот Дмитрий Донской, там выстроились, там стена на стенку, и вышел Челубей, сказал, вышел с этой стороны Пересвет. Не было никаких Пересветов, Челубеев не было никаких. Не было никакого Невского сражения, оказывается. Это сами русские историки доказывают это. Никакого Чудского озера не было там, тем более вот многочисленных этих тевтонских орденов не было. Там был Тевтонский орден, если имеется в виду натуральный орден, он там из 50-60 тяжело вооруженных этих крестоносцев состоял. Символическая там какая-то была. Вот. То есть все выдумка. Абсолютно вся история.
И русская история, она переписывалась минимум 5 раз. И архивы каждый раз там то Иван Грозный уничтожал, сжигал все, что было до него, и писал, давал указания заново писать историю по своему вкусу. Потом Петр I сжег, а до того Екатерина II сжигала. И сжигать даже предыдущую историю. Они заново создавали истории, героев. Вот, например, князь Корсаков. Вот, там стихи есть даже там. Вот, полководец Корсаков сделал то, что что-то сделал, где-то был Бог. Это был любовник Екатерины II. Обыкновенный нищий итальянский тенор, залетный. Ну, и в российских кабаках шлялся там пением, зарабатывал на поддержку штанов копейки. Но был хорош собой, и кто-то его представил Екатерине, она влюбилась в него. Все, она дала указание Академии наук исторических российской, чтобы они ему составили биографию. Они из Российской Академии наук из Корсакова сделала Корсака. Из Корсака, его истинная фамилия была Корсак. Из него сделали Корсаков под русское там, звучание русское, что было. И они несколько месяцев там работала, вся Академия, и создали многотомный труд, который начинался со слов: чтобы не подниматься выше, начнем с Геркулеса. То есть он, Геркулес, это мы знаем, полубог, получеловек, мифический герой древнегреческий. То есть нищеброд, откуда там неизвестные. Вот, по трудам Российской Академии наук начинал родословие с самого Геркулеса. То есть безобразно они сочиняют все, безобразно, абсолютно. Поэтому русских историков вообще нельзя принимать всерьез. Надо в будущем нашим историкам по источникам иностранных там архивов воссоздавать российскую даже историю. Вот, кстати, этим занимается там Хасан Бакаев, там Руслан Арсунукаев. Ну, сам ходишь, согласен, да, вот, миллионер, есть Камельшевич, Геш, да, яхтин, там в казино проигрывают десятки тысяч за один присест. С укузаться, труболет, миллиардер, не миллионер, а миллиардер. Вот есть извращение. Муса, я попал в эту ситуацию, вел, вот. Вот и перечисли миллион другой. Хасан Бакаева, например, фонд создай. Фонд Бакаева, например, или фонд Арсанукаева, или фонд Эмина Тисаева, которые делают нашу историю истинную. Дить сдохлый, ладно, не буду. Коммунист был Амурс, говоришь, там будешь, даже Амина я знаю, где-то еще студент в Волчан-Дюне, общаюсь с ним уже больше 10 лет. Головастый пацан, ему бы помощь хорошая. Да, труд историков, он страшно многотрудный труд. Тот, кто занимается историей, мне рассказывали, Соном, перечислены 3 историка, я их лично не знаю, я их не видел даже живем. Вот мне рассказывали, допустим, как Хасан Бакаев, еще я не очень кипящий, там ездит, там копается в архивах, это же гигантские расходы. Вот, по разным этим архивам ездить, подкупать этих архиварусов, там, переводчиков. Многомиллионные фонды хилмейзерти у каждого историка в отдельности. А вы ахштол и турбалёч, чем заниматься, чем транжирить их в казино,
Вот им надо было помочь, но сон велом бац, я их многих знаю с потрохами, да, так канц улшох мусу сонюющих, абсолютно все. А потом в компании, когда соберешься, ой, ночи, ой, варидах дуйна, вахачир, пучур, есть камешис, yüzünde mıçaksa sonu, мыцевейшился царь, блядь. Есть мешки с дерьмом, блядь. Докумды yüzünde, в какой переплет попала наша нация. Мы находимся на страшном историческом отрезке, который намного страшнее, чем сталинский период, ермоловский период. Были времена, как говорят в таких случаях, пострашнее, но подлее не было, чем сегодня. Да вам даст пока, да вам даст. Да, сильнейший, труднейший Бог был историк. Даже Инцахакин и Невский, чтобы узнать погодные условия 1242 года, апрель, что цвело, что росло, был лед, какая погода была, это лет 10 у меня ушло. Да им сами русские разоблачили. Я вам советую смотреть ролики этого историка Панасенков, Евгений Панасенков. Видеоролик Щущин вот, об Александре Невском, о Суворове, о Кутузове. Это все были бездари. Александр Невский вообще был стукач татарский. А Суворов и Кутузов были бездари, казнокрады. Суворов вообще был как петушок, да, развлекал царицу, там, двор царицы развлекал. То по петушиному кукарекал, то раздевался там и так далее. Да, а то, что он там где-то какие-то победы одерживал непрерывными атаками, как все русские придерживали. Вот у Энгельса есть серия статей о битвах российских полководцев. Вот он там пишет, когда русская армия находилась в более-менее сопоставимых там пропорциях, русские всегда были биты турками, французами там, и так далее. Не Наполеон, а наполеоновский маршал Массена разбил пух и прах Суворова. Об этом молчат. Вот. Бездари были. Единственная стратегия Суворова там пуля дура, штык молодец. То есть штыковую надо. Вот, дерьма этого мяса же у русских всегда было много, бесчетное количество. На одного турка 100-200 там русских. Вот пуля дура, штык молодец. Вот все. Или восхищаются до сих пор. Глазомер, быстрота, натиск. Ох, смотри, какая стратегия. Все у них выдумано, все выдумано. Вот историка Панасенкова, пожалуйста, слушайте. Вот эти. Панасенков, Мостов, Валя, Яруй, по истории очень хорошо у них рассказывает. Да, он наш враг. Он... Не, я имею в виду не Панасенкова, а вот я имею в виду Невзорова. Вот это наш враг, хотя, но он очень хорошо оголяет свою же историю, русскую историю. Да, вот Невзорова слушайте. А? Да, вот помнишь, он рассказывал, что это за битва была на Чуйском озере. Это же вообще... Я час на живот держался, он рассказывал, там 20 человек, говорит, было. Ярила, Ярчила какие-то. Он имена называл, такие имена были у них тогда. И там 20 человек этих было, и 6 этих были, которые какое-то посольство шли, вот эти рыцари. Там вот вся битва была вот тогда. Нет, нельзя, это в 1240 году 8 человек легатов было, этих крестоносцев. Вот он рассказывал. А Невский, это же вообще было, он дань снимал со своего народа, с этого быдла, и он за это своих братьев убил, чтобы служить хану Орды.
Он всего лишь навсего выполнял, как это назывались? Ну, дань снимает человек. Ярлык. Отца убили, дали ярлык, сказали, править Да, но он будешь. потом брат Будешь, конкурировал, да, он будешь, брата замочил своего. да, будешь выпендриваться, за отцом пойдешь, ал. Ярлык Ельцин. Ну, видишь, этих роликов 40 лет назад не было, когда я занимался этим вопросом. Та история, это все вранье выдумано Муса Шмамбахаре. Ничего, ни одной правды их истории, ни одной, кроме, может быть, совпадения имен каких-то. Екатерина особенно пришла и уничтожила все, что до нее было. Что это было никакой не русской империи, что это всего лишь навсего московское ханство было переросло в 1721 году. Петр I создал выродок этот, из нее какое-то государство, русская империя. А так до этого это же ханство было, московское княжество, ханство, царь. Вот такая там шняга. А Екатерина через вот этих, Милуш Бориша, даль вот эти все переписала, написала всю историю и принудительно заставила в нее поверить. До этого вся история, до Петра Первого, как-то у них говорится, была на крови, что-то после Петра пошла вообще что-то такое. Короче, истории вот шпандушенность. У них нет, я не знаю, что у них нет. Они со времен Владимира Красное Солнышко, он первый уничтожал вот эти вот пергаменты об этих восточных славянах 1000 лет назад. Вот Владимир Красное Солнышко начал. Он киевский был, Муса, да. Он киевский, украинский он был все-таки. Да, Украина, да, но Киевская Русь. Русь это Украина, это не современная Русь. Когда мы говорим Русь, это имеется в виду украинцы, Киевская Русь. Понятно. При Иване III, когда он на этой принцессе Софии Палеолог женился, племянница императора Византии, Иван, это 1460-е годы Дарьи, после она начала славянизировать русских, там даже такие бунты были, почти где-то, можно сказать, 100 000 человек русских погибло под лозунгом «Мы не славяне, мы тюрки, мы не рабы, мы свободные», потому что славянин переводится со всех языков европейских практически раб, а тюрк – свободный степняк. Эсклав, да. Короче, русская история, там все понятно. Нам надо свою чеченскую историю воссоздавать. Нам не надо выдумывать, как наши соседи выдумывают свою историю. Да? Эшпешбич на весь Кавказ выставляет себя в качестве посмешища. Нам просто надо воссоздавать, даже по имеющимся источникам. Вот, воссоздавать, и все, у нас великая история. Величайшая. Вот этим историкам, пока они живы, вот Сан Годардуй, вот я все время озабочен вот этим, как бы им помочь. Бог, они будущее нашего делают. История – это же главное оружие народа. Опираясь на историю, народ претендует на земли, там, на цивилизацию, там, еще на что-то, на язык. А историю воссоздают вот эти вот 3 человека особенно. Солнцебеющий Шербудуку, да, вот известные, которые жизнь свою поставили на служение народу, вот эти 3 историка, Бакаев, Амин Тесаев и Арсанукаев Руслан. Вот им помочь, вот как-то надо пропагандировать это что нах мамабуевы там, это сахан, они сейчас бусур его шуишнаксан бусур белах бусур денег даже и тогда в пользу там бедных народа далматинцев куалтон я сахду куалтон. Но вот 10-ю часть своих этих пусть
пожертвовали бы этим историкам ради своего народа, ради их потомков, их. И Шхермы был, вот, там мой отец знал Амина Тесаева даже, с Хасаном Бакаевым там встречался, там, чай пил с Русланом Арсенакаевым, пончики шлил, эти потомки. Вот, а пока живы, их надо там пропагандировать, помогать им копейкой, да, вот, был согласен, к сожалению. С учетом того, что очень много чего они не могут сейчас рассказывать, даже историки наши, политика не та. А, например, родичи, они бы много что сохранили бы на будущее. Да. Да, но дело в том, что там, если говорить о положении от Москва лучше бердитесь, моячите, а там вообще так на государственном уровне можно было бы заниматься исследовательской работой. Поэтому вот восстановить освободить наше государство и на государственном уровне финансировать вот то, что ты говоришь, Муса, это нужно, чтобы помочь специалистам. Во-первых, нужно